В этот раз вот буду впервые пробовать стримить из ПК игрушку эту, так как она только на Windows есть. Но ничего страшного. Так, а почему Зайчик? Зайчик это... Я эту игру уже давно знаю. Смотрел ее как-то у Куплинова. И сейчас вот вышла новая глава, насколько я знаю, но ее я уже специально не смотрел. И решил, почему бы мне и самому не попробовать пройти, так как начало игры Куплинова я еще видел уже очень давно, где-то больше года уже прошло, наверное. И многое я уже забыл. Сделаю вот. Так, одну секундочку. Уже началась игра, я вижу, но я хочу еще вот одну штучку сделать. Я не забыл. Такс. Ну что ж. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Такс. Бесконечная песнь велась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких, вкрадчивых, несмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени, они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Мутные, мотающиеся на ветку силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение, мне ведь уже 12. Но все же. Эпизод 1. Прилети сова. Убери книгу немедленно. Мамаша, здравствуйте. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Ну, вообще. Ну, спину ровно. Убрать. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строку 3 раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье, хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Начинается. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Мутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковая белая масса. Будто медуза из подводной Одиссеи Куста,
Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу ложка выпала из руки. Мама плеснула студеным взглядом зеленый глаз. Что я говорила? Что ты говорила? Я достану. 10-секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. Что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Ах, это же мамино имя. Видимо, это она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была, мебель портила. Ох, меня бы она за такое неделю ругала. Напомните ей шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кровати, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах, купила себе гроб и называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, какими был при бабушке, только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков, у всех плоские, но зоркие неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывается в картинку. Оля, гляди, лиса! Где? Вот. Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд, не посмотреть под определенным углом. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите! Ну что за дети? Теперь я не мог отыскать лису. Она исчезла, ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы.
На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу не сбрей, колется, ну сбрей, колется же. Как давно это было? А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Она зажимала уши, когда за стеной раздавал. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа, а ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец 2 детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была. Глазюки огромные. Во, и светятся. Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждой величиной с яблоко. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова. Бабай. Бабай. В славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Но я же видела. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрипела лестница, ведущая на 2-й этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. Ключами все просто, их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, и я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Не акула, здоров. Зайчик, 4-й эпизод появился. Да, я видел, что 4-й эпизод появился, поэтому специально не смотрел его еще. И подумал, почему бы самому не попробовать пройти всю игру и сам 4-й эпизод тоже лично поиграть, а не смотреть где-то у кого-то. Там такой капец. Ну, я не смотрел, но некоторые превьюшки я смотрел. Превьюшки я видел, что там конкретный какой-то капец уже начинается. Не как в предыдущих главах, но спойлерить-то не надо. Спасибо за понимание, спойлерить не надо. Я специально не смотрел ничего ни у кого, чтобы самому
весь тот лютый капец самому посмотреть и ужаснуться, если там действительно такое что-то. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Потом Оле привиделось это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Атмосфера и скримеры, да. Вот я обожаю такие вот игры, где атмосферой прям вот страшно становится, прям вот атмосферой. Скримеры я не очень люблю, но раз уж здесь вроде их не очень прям много, но ничего страшного. Я переживу этих скримеров. Вот в 4 главе, конечно, я еще скримеров тех не видел, и, наверное, нормально так еще от них попугаюсь, но до 4 главы мне еще далеко. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. Было бы прикольно еще увидеть от этих создателей всякие новеллы, да. Согласен с тобой. Эта новелла мне тоже прям очень зашла. Я давно уже, еще как только она вышла, еще где-то первые главы там только были, еще 3 главы не было, 4 главы, понятное дело, еще не было. Я уже тогда эту новеллу заметил, она мне капец как понравилась, но проходить я ее сам все никак то не хотел, то не было времени, то сё. А вот вышел сейчас 4 эпизод, и насколько я понял, там какая-то жесть прям уже началась, то я решил, лучше я не буду смотреть, а лучше сам попробую, поиграю и сам ощущу все те моменты, которые будут в следующей главе, той новой. До занятия оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. Там жесть, да. Делай выборы внимательно. Это сильно влияет на сюжет. Да, я в курсе, что тут разные концовки, разные выборы, и они кардинально влияют на сюжет. И посмотрю, какие я выборы сделаю. Как у меня все сложится. По концовке, там, по сюжету, по выборам и вот этим вот всем развилкам. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Привет, форум. Привет, Эмикс. Как тебе сегодняшняя игра на стриме? Я думаю, ты очень заценишь сегодняшний стрим и игру. Мне вот благодаря тебе, можно сказать, нормально так захотелось с нее поиграть все-таки. И вот решил сегодня специально даже такой ночной стрим устроить, чтобы было еще страшнее. И вот сейчас понемногу прохожу. Я удивился, когда увидел это. Приятно, надеюсь, удивился. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплевуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительное, чем предыдущее.
Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно: «Вы не туда попали». Листаю YouTube и вижу твой стрим, и пошел смотреть на Твиче. Ну так у меня, можно сказать, спонтанно даже получилось. Я весь день сегодня вообще не планировал стримить, и только вот где-то ближе к вечеру подумал так, а почему бы зайчика мне не постримить? Я уже давным-давно хотел, давным-давно мечтал. И вчера ты как раз мне о нем напомнил, а тут как раз еще и 4 глава вышла, новая, и там мне говорят уже, что там какая-то жесть прям началась, самая интересная, самая лютейшая. И у меня прям желание появилось. Также у меня это же первая новелла, первый хоррор на канале. Я еще ни разу ни новеллы не читал на стримах на канале, ни хорроры еще не пробовал, но хотел тоже попробовать, как мне будет стримиться хорроры и вот это вот все новинку. Вот все это в совокупности слилось воедино, и я решил начать сегодня стрим. Ночной такой даже. Или Антона нет? Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Папа в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратором. О, это я понимаю, это вот у меня сегодня тоже было. И утром, и днем та же фигня. Ненавижу этих соседей с ихними перфораторами. Бубнил телевизором за стеной. Плакал навзрыд из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый. Тени отдыхают в углах, в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Кто-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с зелеными глазами. Земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки, чердак населяют гулкие сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. А это какой эпизод? Привет, Самир. Это первый эпизод, это начало игры, только я вот узнал, что вышел 4-й эпизод, еще не смотрел ничего. И решил попробовать наконец-то лично пройти эту игру, несмотря ни у кого ничего. И тот новый эпизод тоже попробовать самому. А я днем с другом пошел в ТЦ, купил струны, сходил в комнату страха, сходили в кафешку, а теперь твой стрим, так что день удался. О, действительно неплохой так день удался. Я рад, что порадовал тебя тоже стримом сегодня. Неожиданным таким, конечно, спонтанным, но все же. Она словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там в холодной заснеженной ночи.
Там, в поле, кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Получается, ты сейчас с компьютера стримишь, да? Получается так. Первый стрим у меня получается не с PlayStation, а с компьютера. Еще один фактор новизны для меня на этом стриме. Маха Аттан, привет. Привет и тебе. Надо же, сегодня столько новеньких. Уже третий товарищ, который впервые у меня на канале. Зайчик, что ли, всем так нравится? Или это поспособствовал выход нового эпизода? И всем интересно его посмотреть. Так, залитые лунным светом, они резко... это я уже прочитал. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворились во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Привет, ты будешь стримить до 4-го эпизода? Ну, планирую, да. Если все пойдет нормально и с игрой, и со стримами, то планирую, да, до 4-го эпизода. Я же ради 4-го эпизода, можно сказать, и начал играть в эту игру. Так как вышел новый эпизод, я видел, что там какая-то жесть прям началась, и я решил лучше ни у кого ничего не смотреть, не спойлерить, а самому лично попробовать поиграть и почувствовать почувствовать всю ту жесть, которая там в 4-м эпизоде. Я так понимаю, вы все, кто уже пришел, все смотрели уже этот эпизод, новый, тот 4-й. Поэтому прошу вас не спойлерить, я специально ничего не смотрел, ничего не знаю и хочу до 4-го эпизода допройти и самому там все поглазеть. Да, я новенькая. Тогда рад видеть и приветствовать на своем канале. Пляска теней в беззвездной тьме досмотрели все. Тогда понятно. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками, преодолевая расстояние. Сейчас будет скример или что? Она скользила, не оставляя вмятин на хрустящем насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели? Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость. Как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо, обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, с заострившимися чертами лица, похожие на восковую куклу. Ты вообще не играл в Зайчик? Лично нет, не играл, но смотрел прохождение игры до 3-го эпизода, но это было еще год или даже больше года где-то назад, так что я многое уже забыл, и то, что я тут некоторые моменты помню или видел, то я тут также многое уже и забыл, поэтому многое все равно будет для меня почти что впервые.
Но лично еще не играл. Вот с выходом 4-го эпизода наконец решился самому попробовать поиграть. Давно уже хотел, давно мечтал. Только выбирай варианты с умом. Это на будущее. Да, мне уже говорили в начале стрима. И до стрима мне говорили, что здесь есть разные концовки, разные выборы. И это очень сильно влияет на сюжет и на будущее игры. Это я понимаю. И посмотрим, как у меня получится с выборами. И вообще с итогами всей игры по ходу. Посмотрим. А по ножкам стульев, на которые Господи, что с языком? А по ножкам стульев, на которые я не могу, господи. На которые водрузили гроб. Ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, а бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в Синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Форма, ты только смотрел или, может, еще читал рассказ Дмитрия Мордоса? Нет, не читал, только смотрел. К сожалению. Бесы забудут дорогу к дому. Мертвые к мертвому, живое к живому. Понятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Прости, спойлер, ты можешь умереть несколько раз. Прощаю за спойлер, так как я, как уже сказал, я видел прохождение этой игры, и некоторые моменты я уже знаю. Так что для меня этот конкретно спойлер не очень сильный спойлер. Я говорил вам, что вот насчет 4-го эпизода мне желательно вообще ничего не говорить, вообще ничего не спойлерить, так как я его, именно 4-й новый эпизод, вообще не смотрел, специально ничего не смотрел, чтобы самому поиграть. А предыдущие 3 эпизода я там некоторые моменты, возможно, помню с того времени, когда смотрел, но все равно нежелательно кто-то мне там напоминать, лучше самому тут на себе попробовать. И тут звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро окаблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Кстати, хочу еще спросить вас, как там по звуку? Мне кажется, или меня игра перекрикивает? Или это мне одному как-то немного громковато? Если что, я могу потише сделать. Уточните ко мне, что там по звуку. Я еще не спрашивал с начала стрима. То мне кажется, что как-то громковато. Надо же, чтобы меня нормально было слышно и музыка игры не орала, чтобы все нормально было. Со звуком нормально? Да нет, все нормально. Немного громко, но не сильно. Тогда я разве что совсем чуть-чуть. Где-то вот так вот музычку сделаю и будет, думаю, идеально. А то мне самому как-то громковато. Я сам себя вообще не слышу. А еще, если будут какие-то скримеры, то будет мега громко, я тут вообще, наверное, подпрыгну. Так что я, пожалуй, немножко потише сделаю. Тебя слышно, но, как по мне, игра и вправду чуть-чуть громкая. Ну вот я немного потише музыку сделал. Если все еще будет громковато, то говорите.
А то мне лично самому тоже как-то громко было. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому. Живое к живому. Кажется, там гости. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь. Такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг скример! Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть. Мокрые пальцы комками комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишела в прожорливой пасти проема. О, ша. А он то на стене плакат с Майклом Джексоном? Я не заметил. Пока норм доживем до скримера и посмотрим. Ну да, на скримере надо еще протестировать, как будет звук. Если будет прям мега громко, то я тут аж подпрыгну, наверное, от громкости. Тогда уж еще тише, наверное, сделаю. Слушай, после Зайчика соберешься играть в другие игры, к примеру, можно Sally Face. Ну, я себе где-то это запишу, наверное, после стрима. Как пример. Раз уж ты советуешь, и посмотрю, что да как. Привет, кто-то, какая глава? Первая, начало игры. Решил лично, наконец-то, попробовать эту игру. Как раз вышел 4-й эпизод, я специально ничего там не смотрел, ничего ни у кого не видел, чтобы лично, наконец-то, в какой-то веке пройти эту игру и 4-й эпизод тоже самому попробовать. Поэтому прошу 4-ю главу особенно не спойлерить, вообще на ней ничего не говорить. 3 предыдущие главы я, конечно, там некоторые моменты помню, так как видел, смотрел, но это было давно, поэтому многое я уже забыл даже. Но все равно желательно и по предыдущим 3 главам тоже не напоминать какие-то спойлеры важные. А насчет 4 главы вот вообще желательно ничего не говорить. Я готова посмотреть, как ты на скримере подпрыгнешь, хихи. Жаль, без веб-камеры, конечно. С веб-камерой было бы куда приятнее смотреть и на мои эмоции, и если какой-то скример, как я тут подпрыгиваю, но, к сожалению, придется ограничиться лишь моими криками какими-то, если реально будет что-то неожиданное и страшное. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Кстати, форма, в будущем ты собираешься снимать с вебкой? И следующий же вопрос, а что с вебкой? В будущем когда-нибудь, возможно, и да. Но в ближайшем будущем точно нет. У меня тут неподходящие
окружение для вебки и... В общем, пока что нет. Прошу понять и простить, но когда-то я планирую все-таки. Это когда-то точно будет, но не скоро. Так, одну секундочку, я хочу кое-что оглянуть. Уж прошу меня простить на таком важном моменте. Спасибо товарищу Мемы за подписку. Я тут заметил. Так, и еще. И еще все пока что. Советую всем закрыть уши. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Тоша, Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нежная губа оттопырилась. Верный признак, что секунды на секунду сестра расплачется. она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам себе? У меня есть идея. Громко заори, и я тебе скину сотку. Как бы ты меня ни соблазнял, к сожалению, крикнуть я никак не смогу. И как бы мне не было страшно, так как у меня тут за стеной некоторые люди спят, и я не могу себе позволить такой роскошь. Но в будущих стримах, если ситуация будет более подходящей, тогда, возможно, например, в том же 4-м эпизоде, который я еще не видел, если там какие-то прям ужасы ужасные, то там, если меня сильно напугает, то я там реально могу заорать, если ситуация будет подходящей, и никто мне не будет спящий здесь мешать. Пока что придется мне ограничиться не громкими криками, если они будут вообще. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Здорово, Пурч. И тебе здорово. Всех новеньких, кто у меня сегодня впервые на канале, очень рад вас всех видеть. Всем добро пожаловать. Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салатом и глиной, ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Иду. Да, сейчас. Ого. Это было все-таки громко. И как там? Вы протестировали по звуку на скримере?
Не надо тише сделать. Минус уши ни у кого не было. Советую еще пройти в следующих стримах Outlast 1, спойлер там кричать. Ну, у меня на канале вот впервые хоррор, зайчик, вот, насчет еще каких-то хорроров я еще не знаю. Тут же у меня не только еще хоррор, но и новелла, и все впервые у меня на канале. И новеллы, и хоррор, и вот это вот все. Хе-хе, кирпичи полезли. А Диме вообще все равно на скример. Но дело в том, что я, как уже сказал, я первые 3 эпизода уже некоторые моменты видел, и некоторые моменты помню, в том числе и этот скример. Он, конечно, был громче, чем я себе ожидал, но он врасплох меня не сильно застал. А еще в чате там советовали закрыть уши, и я подготовился заранее. Норму звук, уши на месте, тогда прекрасно. Значит, тише делать не надо. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и этой ее совой. Кто там? Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие. Я не испугался, а насчет звука прям чуть-чуть убавить. Вот в некоторых моментах звук нормальный, а вот в некоторых моментах, когда прям музыка орёт или скримеры какие-то, то вот в тех моментах надо потише, конечно. Музыка, звук еще можно потише. Голос где-то вот так вот. Так, нет. Я уже по меню слышу, что звук где-то все-таки вот так. А если что, будем по ходу стрима настраивать. Я в наушниках уши не закрывал, и мне нормально. Ну, я так вижу, вот кому как. Кому все нормально, отлично. Кому надо чуть-чуть потише. Хорошо, хоть никто не жалуется, что погромче надо. Мне вот было громковато. Я себе тут лично в наушниках потише сделал, а вот вам пока не знаю, вы там себе тоже либо настраиваете, либо по ходу стрима мне говорите, надо то громче, то тише. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. Шкаф, стол, за занавеску, куда любит прятаться Оля. Тоша, подойди-ка сюда. Ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. 2 милиционера возвышались на пороге. А еще я хочу немного заранее предупредить, я тут немного приболел, так что могу на некоторые моменты на несколько секунд отключать микрофон, чтобы тут расчихаться и вытереться. Так что прошу прощения, если на некоторых моментах игры я могу внезапно остановиться и где-то пропасть. Кирилл, привет тебе. Добро пожаловать. От них пахло морозом и тревогой. Ладно, я пойду, удачного стрима. Ладно, давай тогда удачи, Самир. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся, Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек, лет 8, был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю.
Да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Ясно, понятно. Голос его был усталым, а вот взгляд... Интересно, твой канал на этапе развития, и надеюсь, ты настроишь свой микрофон... Ой, забыл удачного стрима. Спасибо за пожелание удачного стрима. Да, мой канал на этапе развития. Я вот где-то только месяц назад и начал стримить, и потихоньку что-то раскручиваюсь, пытаюсь что-то разное пробовать для себя, что-то, что еще не играл, что-то, что еще раньше не попробовал. И сейчас вот раз время попробовать. Долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, а я невольно сутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещину на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? А ты Far Cry 3 играл? Не стримов играл. На стриме еще... Я на стримах еще мало что и играю, так как, говорю, еще месяц назад только начал стримить. У меня там всего... Сколько? 4-5 игр, которые я пробовал стримить. А вне стрима, конечно же, играл, разумеется. Все хорошо, спасибо. А планируешь? На стриме третий Far Cry? Нет, не планирую. Планирую 5 или 6. Так как я их почти не играл и мало кто там их видел. Вот их, возможно, когда-то планирую. А вот 3, 4, их я вне стрима полностью прошел, и мне вряд ли будет интересно заново все то же самое проходить по 1000 раз. К сожалению. Карие глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет, с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Форма, в какие Far Cry ты играл? Лично я играл в 3, 4 Far Cry Primal. Я играл все, кроме 6 и New Dawn. Нет, еще в первый я не играл. Во второй играл, в третий играл, в 4 играл, в Primal играл, в 5 немножко играл, поэтому я его не против еще раз поиграть и заодно на стриме. А вот 6 вообще не играл, и New Dawn тоже не играл вообще. Ох, ребятушки. Ребятушки, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6. А почему Тихонов говорит в прошедшей форме, но о своем племяннике? Мне интересно тоже. Что-то с ним случилось, скорее всего. А ты в FNAF играл? Не-а. И вне стримов не играл, и вообще не играл. Но видел. И не планирую играть, сразу говорю.
если вдруг сейчас хотела спросить меня, не планирую ли я играть, нет, в FNAF я играть не планирую. И вообще с хоррорами меня как-то сложно, я не знаю, что стоит ли мне какие-то хорроры вообще стримить. Вот этот вот вообще первый, ну, новелла тут не какой-то прям жесткий хоррор. Не тот же Outlast какой-то и тому подобное. Вот насчет них я не знаю пока, стоит ли мне этим заниматься или нет. Нравится ли. Вот сейчас на этом хорроре и буду тестировать, наверное. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Однозначно стоит заниматься всем, что самому нравится. Здорово, банда. Здорово, Усаги. К сожалению, из банды тут никого кроме тебя нет, поэтому сказать тебе здорово, банда, могу только я. Но рад тебя видеть. Привет, привет тебе. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Как нет, а ты? Ну да, я говорю, только я могу тебе ответить здорово, банда, потому как тут кроме меня и нет из банды никого. Я ненадолго, но заскочил увидеть, что стримишь. Приятно, что заскочил. Рад был видеть, если ты сейчас уходишь. Прости, Outlast 1 не для тебя. Я проходил там аж меня рвало всю игру. Тогда, возможно, действительно не для меня. Раз уж настолько там все плохо. В смысле, расчлененка даже, то, пожалуй, это я действительно не буду стримить. Но выбор хорроров большой, так что если что-то мне захочется, то выбрать мне есть из чего, не только одним Outlast'ом ограничусь. Я думал, каково ему сейчас там, совсем одному. Там, почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Кого его бедным родителям? И что бы делали мои, если пропал я? Форма, ты играл Дожить до рассвета, Alien Isolation и... Нет, ничего из этого я не играл. Не помню, как Линч проходил Outlast. Это кто, мама? Да, это мамаша наша. Плакали, бились в истерике или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Так. Наш словарь. УАЗик. Советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе. Ничего себе, мама, присвистнул. Ну, держите себя в руках, уважаемый. Кстати, маму Антона зовут Карина, а отца Борис. Вот то, что ее зовут Карина, это я уже знал, так как только что вот в начале игры наш главный герой заглянул под стол, а там под столом было накорякано ее имя. Так что теперь я знал, как ее зовут. А вот насчет Бориса, насчет отца я не знал, что его зовут Борис. Но теперь спасибо, что сказал. Посмотри, как он проходит Outlast.
Ну, не знаю, не знаю. Если это тот самый, который вот выше писал человек, что расчлененка его урвала всю игру, то не знаю, стоит ли мне вообще это смотреть. Разве что вот краем глаза вот так вот глянуть. Действительно, все там так ужасно, и все, и закрыть, и забыть об этом навсегда. Если более-менее, то, возможно, и посмотрю. Меня тоже зовут Борис. Приятно познакомиться. Мемы. Тебя зовут Борис. Надеюсь, запомню. Борис Бритва. А у меня его нет. Кого нет? Outlast'а нет? Взаимно. И мне взаимно. Так. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. Опять словарь? Отца нет? Ну, тогда мои соболезнования. Дизморал. Грустненько. Нет, он там так хорошо его проходит, что смешно иногда. Ну, если не забуду, возможно, после стрима гляну. Так, я хотел глянуть «Черный котенок». «Черный котенок» — серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Это для всяких иностранцев, я так понимаю, этот словарь. Всяких непонятных слов, что это вообще такое. Словарь этот. Для нас это все уже более привычное, более понятное. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими... Так, я там ничего не пропустил? История. Нет, ничего не пропустил. Я смотрел прохождение от Tilky Play второго Outlast'а, ну и то всего первую серию. Запиши на всякий случай. Я все равно после стрима пересматриваю все свои стримы, в том числе и чат, и я это все равно замечу, то, что ты написала, и вспомню. Потому как сейчас у меня под рукой тут нет ничего, чтобы записать, и отвлекаться я на это особо пока не хочу, но я запомнил. И когда буду пересматривать, запишу обязательно. Так, дальше. А после захватывающих приключений, бац! И раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. Тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Начинается. Нашему главному герою приключений захотелось. Может, найду пропавшего мальчика. Вот типичные всякие хорроры так начинаются всегда. Вот нечего делать главному герою, а пойду-ка я в темный лес. Посчитал себя героем, и как будто мне все по плечу, и расследую-ка я убийство какое-то. Тут, я так понимаю, что-то похожее уже начинается. А там и награду дадут. Вот, о чем говорю. Вот Оля обрадуется. И не только Оля, мама с папой. Вдруг они на время забудут забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелось
навязчивой песни. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Песня советской женской поп-группы, комбинация, ставшая широко известной в начале 90-х. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Я кое-что гляну опять. Все, продолжаю. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну, мне и Оле. Бывало, я отдавал ей и свою половину. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Мне терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. И не вернусь. Типичная ситуация. Ага, сейчас. Хе-хе-хе. Ага, сейчас пойдет он погулять. Размечтался. Развод, но из-за чего развод? Может, папа что-то натворил или мама? Я думаю, сейчас обязательно по сюжету должны раскрыть. Что там кто с кем не поделил и почему здесь все такие злые, недовольные, постоянно ворчат. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой. Такой простой. Именно так, Эмикс. Так, мамаша. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили? Вот, я с ней согласен. Нефиг шляться по лесу. Лес вон какой густой. Да-да. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Или того хуже. На этой фразе даже какое-то эхо я услышал в игре. Так намекнули. Это я слышал. Не, ничего они не скажут. Тогда обидно. Того хуже пронеслось эхом по коридору. Значит, мне не послышалось. Да я рядом буду. В лес не пойду. Ой, что ты чешешь? Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или соли поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Так, а вот и первый выбор в игре. На кухню, во двор, открыть. Во двор это, я так понимаю, идти все-таки в тот лес. Открыть это... Открыть что? Подвал? Чулан? На кухню, это на кухню идти портфель собирать? Может, осмотришься? В смысле осмотришься? Здесь вот все, что передо мной, это все осмотрение. Тут ходить нельзя. Даже на вело. В углу глаз. Вот. Ты об этом? Это спасибо, это да, это я забыл об этой штучке. Это надо осмотреть, да. Это распятие видело стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черное слово, впитавшее в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову на счастье, но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Родители запрещают мне звонить по межгороду. А так хочется иногда услышать старых друзей. На кухню не подсказывайте, пожалуйста, тоже. Хочу
Если уже эти выборы влияют на какие-то последующие действия в игре, то я хочу сам выбрать эти выборы и какие у меня там последствия этих выборов. Мне будет интересно понаблюдать, что у меня получится. Я не хочу тут идти на какую-то определенную хорошую или плохую концовку, чтобы было что-то хорошее или плохое. Я вот, как бы я, допустим, на месте главного героя выбирал, вот, наверное, так я и буду тут выборы делать. Мальчику в углу глаз, да, нажми на него. Да, вот спасибо, что за это напомнил, а то я так мог бы и пропустить эту штучку. Мальчику 12 лет, а мама не дает погулять. Но в будущем главный герой будет за 3-9 земель в школу. Логика мамы самая безбашенная. Полностью согласен с тобой. Ночью в лес, я там помню, когда смотрел эти первые 3 главы, когда-то там давно, то он будет ночью идти в школу пешком очень далеко, так это вот нормально, действительно, для матери. А вот тут вот прям под домом пару шагов пройти рядом, и это сразу: ты что, с ума сошел? Размечтался, никуда ты не пойдешь. И бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихое уханье зуммера и далекий треск. Кажется, будто ветер воет в обледеневших проводах. Так, и мамина Юла. Семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Передается по наследству, господи. Всматриваясь в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то, сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь и сестренка слишком взрослая для старой писклявой Юлы. Так, все посмотрел. Да. Теперь открыть во двор или на кухню. Так. Что бы я выбрал? Я бы выбрал... во двор. Антон, Да-да. сейчас ремня получишь. Ни шагу за порог. Не получилось. Тогда на кухню. Обмануть, открыть. Так, а тут у нас боковина старенького холодильника «Океан» была усеяна моими детскими рисунками, мамиными рецептами и разнообразными наклейками от жвачек с динозаврами, которых так любила Оля. Посреди такого натюрморта красовался тетрадный лист в клеточку с номером телефона нашего участкового. «Старший лейтенант Тихонов», прочитал я про себя, глядя на размашистый почерк милиционера. Лист удерживали 2 кусочка сломанного магнита из какой-то старой советской игрушки и словно специально, чтобы подразнить меня, чуть-чуть прикрывали цифры. Я потянулся разрушить эту тайну. Забрать листок в надежный тайник, там номер будет ждать своего часа, когда я наконец разыщу Вову и первым позвоню в милицию с радостной вестью. Антон! Что? Мама с укором посмотрела на меня. Зачем тебе? Не трогай, потеряешь же. Меньше всего мне хотелось сейчас злить маму, я покорно опустил руку. Ветхий, покрытый пятнами календарь когда-то был моим любимым развлечением в доме бабули. Помню, как просыпался с первым делом бежал на кухню оторвать листок с ушедшей датой, словно от меня зависело, настанет новый день или заплутает где-то в таежном лесу. На сутки ближе к долгожданному Новому году.
на сутки ближе к бабушкиным похоронам. К этому старому календарю я не прикасался уже много лет. С тех пор, как описания на обратной стороне сменились с забавных пословиц и примет на темные и мрачные, вгоняющие в меня необъяснимые уныние заговоры насмерть. Да что за календарь такой с заговорами насмерть? Срочно выкинуть. Возьми номер телефона полицейского на холодильнике, только маму обмани. Вот я так сейчас, наверное, и планировал сделать, но сначала хотел посмотреть все вот эти вот необязательные дополнительные штуки. К сожалению, жуткие описания из детства так никуда не пропали. Так, я не пропустил случайно? Я с осторожностью взял пыльную страницу календаря и без труда сорвал ее. Пропустил немного. Везут бревно на 7 лошадях, если 7 не повезут, 8 подпрягут. Далеко увезут и назад не привезут. Да сбудется, да не минуется. Я скомкал серый лист и швырнул его в мусорное ведро в надежде поскорее избавиться от нахлынувшей на меня тревоги. Она расползлась, как чернильное пятно по промокашке. И последнее. А, еще там газета. МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. МЧС России предупреждает. Будьте осторожны и берегите себя. Так, это все? Больше новостей не будет? Машина, в которой он находился, была обстреляна неизвестными вооруженными лицами. Куплю жене сапоги. Это просто, Леня. АО ММС. Да. Так, и еще газета. Я тайком заглянул в мамин кроссворд. Она очень сердилась, когда кто-то давал ей подсказки, и мы с папой обожали делать вид, будто знаем правильный ответ, и вот-вот назовем его. Я улыбнулся мимолетному воспоминанию. 9 букв по вертикали. Так филистимляне называли божество, которое защищало их от укусов ядовитых змей и носило прозвище «Повелитель мух». Вторая буква Е. Вроде все. Открыть. Холодильник открыть, обмануть маму. Ну-ка. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Я что, я ничего. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Ой, все. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартух и, хмурясь, отправилась в комнату Оли. Так, вы говорили этот? 5. Оп. Старший лейтенант Тихонов Константин Владимирович. Телефон. Еще. На это нет времени, мама скоро вернется. Да. Холодильник у нас что? На это нет времени, мама скоро вернется. Ясно. Не успел я глянуть холодильник. Бегом валим во двор. Пока мамаша отошла. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон.
Блин, надо было глянуть, что в том холодильнике перед тем, как обманывать мамашу, но... Надеюсь, там ничего важного. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары. Но осталось послевкусие, отдельный звон в ушах, изломанные тени, ползающие передо мной по снегу. И чуть слышный шепоток в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. То я понял, почему мама хочет развода, папа ей слово в кроссворде подсказывает. Смешная была бы ситуация, если было бы действительно так. Хочешь прикол? Надеюсь, без спойлеров прикол. Если без спойлеров, то давай. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик. Частокол из сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспомнилось с трудом. Точно это было в прошлой жизни, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. Когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. А что-то страшное заполнило образовающуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. Курение вред, бухло трава, а свет Минздрава. И в рифму как раз. Ни мамы, ни Оли, как будто папа сходил за хлебом. Действительно. Кого? И от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными, как мертвецов, глазами. Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле, а где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я — это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши. Щурясь от солнца, я осмотрел лес, где царит мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно тёмен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы мерзли в лед. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или наоборот удерживают нечто внутри? На какой из острых веток что-то висело? На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам?
Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». Так, снова словарь. А будет пауза, типа чаек налить? Да, обязательно сейчас будет. Стрим уже идет 1,5 часа. Сейчас я вот выберу какой-то подходящий момент и где-то на минут 5 перерыв маленький устрою. Как раз вот кто хочет чаек себе там, отойти куда-то по-быстренькому, или еще чего вы там хотите себе стрим взять. Сейчас вот будет. Беру. Сейчас возьму. Кстати, форма, ты разобрался, что это за подарки на Трова? Нет, ничего я не разобрался. Что там сложно, короче. Пусть будет все как есть. Буду пока что чередовать, то Twitch, то Трова. По ходу дела как-то разберусь. Возможно, как будет время и вне стрима, все-таки попробую еще раз разобраться. Спасибо за 5 минут, бутеры делаю. Не за что. «Улицы разбитых фонарей» – российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции, на данный момент является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения. Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему Варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышался далекий крик, кажется, у реки. Словно сами деревья звали кого-то. Вова подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Ранился. Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопотала крыльями птица. Захлопала. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось? Долго, очень долго стояла тишина. Мускулы мои были напружинены, сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепоток из чащобы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. И вновь посмотрел на Варежку. Убежать или взять. И вот сейчас как раз я устраиваю перерыв. 5 минут. На чаек, там, на бутеры, на печенюхи, кому что угодно. И я сам тоже отойду ненадолго и поскорее постараюсь вернуться. Возьми потомок. Хорошо, возьму. Кстати, я сегодня в God of War 3 убил Гермеса, и я его сначала ранил, а потом Гермес сказал, это нечестно. А то, что он в сапогах, скороходах, и то, что он быстрее меня, это вообще не... Действительно, читерство. Ему можно, тебе нельзя. Ну, вот как всегда. Так, все, давайте. Увидимся уже скоро.
Там. Снова тут. И вот так. Ничего себе, я вижу, вы тут нормально так понаписали, пока перерыв был. Я думал, сейчас пока перерыв все поотваливаются, все поуходят. И кто-то, может, даже не вернется, а вы тут все остались и даже понаписали немало так. Вижу, писали, кто чем занимается, чаек делают, бутеры делаете, молодцы. Я тут тоже чаек себе притащил. Господи, как приятно, когда чатик такой активный, есть кого почитать, а не как у меня было на самых первых стримах, то вообще никого, то один человек максимум. А тут вот сколько вас. И все такие активные. Рад, что вы сегодня все ко мне зашли. О, вернулся, только возьми перчатку ПЖ. Хорошо, обязательно возьму. Так. Ну, тогда продолжаем, что ли? Взять или убежать? Ну, естественно, взять. Зачем мы тогда сюда приперлись? Я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Так. Так. Что происходит? Что там? Крик прокатился по полю и рассеялся вдали, без эха, без надежды на отклик. Страсти накаляются. Это просто я пришла и других привела. Ну, если это так, то спасибо тебе, конечно. Страсти. Страсти накаляются. Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула, варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее, и на снег тонкой струей полилось что-то темное. Над сугробом заклубился пар. Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступившую тишину. Триммер? Нет. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осинник, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Сейчас схватят, сцапают, утащат в чащу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал сил, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздался звериный рык. Такой громкий, что уши заложило. Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопотали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной, что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. У него тут дом в 2 шагах буквально от леса показывалось, а бежит он как будто несколько километров до своего дома. Или он круги наматывает. Из сухого малинника, из-за перекрученных елей, из-под буриелума, быстрее беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой,
как зыбучие пески. Я топтался на одном месте, вырывал ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Он в лес бежит? Гениальная идея побежать километры куда-то в лес, чем вот пару шагов назад пойти к своему дому. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег. Это кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы. Подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Да неужели? Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями теней, от ползающих под снегом существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины. Словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя по прогулке... Нифига себе, как сердце стучит. И камера нормально так трясется. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что если оно уже во дворе, а мама заперла дверь? Захлебываясь страхом, я дернул ручку, та покорно поддалась. Все, мы убежали. Как будто километрами сюда бежали. Не прошло и часа. Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. Ой, сейчас мамаша нам, наверное, устроит из-за того, что мы свалили из дома. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Тиснув зубы, я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За переградой, тонкой и жалкой. Бесполезные одеяла, кто-то стоял. Бесполезнее одеяла кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом, накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе «не хлопай дверьми»? 1000 извинений, мамаш. Я случайно. Да, я случайно. Я покосился на дверь, запах исчез. Вместе с ним и дыхание, если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок, в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мое облепленное гроздьями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Я что? Я ничего. Я туда и обратно. Я и для тебя пустое место. О, начинается. Я испугался, что она расплачется, потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. А я тут при чем? Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Да, конечно. Курить, пить
по борделям ходить, вот это вот все, конечно. Так, вы там пишете, кто откуда, я вижу. Он так читает, что даже в чат не смотрит. Нет, я все смотрю, просто я вижу, что вы тут пишете, кто где живет. Что, потом почитает, потом поговорит с нами. Ну да, я же не могу разобраться. Мне вот пишут то, что я мало чат читаю, то пишут, что я слишком много чат читаю, что давай уже наконец-то игру, сколько можно уже болтать, сколько можно своим чатом отвлекаться. И мы же пришли игру смотреть. Вот я и стараюсь балансировать и на игру, и иногда на чат посмотреть, а не смотреть только в чат или вообще вас не читать. Мы с мемами даже в одном городе живем, да, я вижу, что вы тут сговорились уже. Кто откуда, из одних городов прям. Вот так совпадение. Я знаю, просто говорю, не бери близко к сердцу. Хорошо, хорошо. Нет, полицейского спроси, они украли сигареты или... И то вот как быстро ушли. Ох уж эти подозрительные полицейские. Там за мной кто-то гнался. И я думал, меня... Пытаясь все объяснить, и начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Но хватит меня уже подозревать. Ничего я не курил, я ничего не делал. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же изменилась в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Кто? Чудовище? Полицейские? Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно в лицо своему страху. Будь здоров, а я не чихал. Если бы я чихал, я бы микрофон выключил и тут себе расчихался и повытирался и все это вот. Но я не чихал. Пока что. Пусть зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая свора дворняк, без имени и хозяина, лишь издалека напоминающая голодных страшил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Ну, значит, показалось, просто ты замолчал, и ни тебя, ни игру не слышно было. Возможно, просто такой момент попался, что и я чат зачитался, и в игре какой-то тихий момент настал, что музыки. Вот, например, вот сейчас как раз музыки вообще не слышно почти. А некоторые моменты как орёт, то минус уши просто можно выкидывать, а тут нормально настроить никак не получается. То тихо, то громко. Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? Мам? Вот бы твой отец их всех перестрелял. Мама, они живые. Мама такая: грызанут сына, укусят дочь. А что если они укусят Олю? Боже мой. Надо срочно что-то делать. А то, что мы только что гнались
километр от этого леса до дома. Она тут смеется. Смешно ей, видите ли. Ты что, их испугался, говорит она. Ой-ой-ой. А что? А что, действительно? А что? А ничего. Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Ой, мамаша, это вы определитесь уже. Не маленький ведь уже. Конечно. Можно сигареты курить, да, теперь, значит? Как так-то не маленький, а как сигареты пропали, так сразу... Это ты их забрал? Ну-ка, признавайся. Ты ведь не маленький уже, да? Почему мама улыбается, как будто она психически нездоровая? У меня тоже такой же вопрос. И когда она рукой за рот взялась, таким лицом, как будто убили кого-то прямо у нее на глазах, а не она увидела стаю собак за окном. Я аж напрягся. С лицами какая-то тут фигня. Реально, как будто психически что-то переборщили. Да всего лишь 12 лет, вот именно. Мама хмыкнула, и мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка. Ну конечно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика. С чего он взял, что это пропавшая мальчика рукавица, я не понимаю. Которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Но то, что он курит, это ладно, он взрослый, но то, что он ворует, это плохо, ведь надо воровать не у отца, а из магазина. Да. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Мамаша, смотри. Что ты на это скажешь? Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Ну вот опять, что это за лицо? Оля тебя услышит, с ума сойдет. Оля с ума сойдет. Конечно же, главное Оля. Только Оля. На сына нам плевать. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Шуточками-прибауточками. Оп, уже не в крови. Теперь и я видел, что мокрой варежка была от снега. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Что за галюны? Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. Мы еще и под таблетками. У нас еще и какие-то предрассудки, какие-то болезни или что? От них у нас галюны, что ли? Оля, а на Антона хрен кинули, вот именно. Оля то, Оля сё. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня, за завтраком. Попререкайся мне еще. Ой-ой-ой. Сказала дома сидеть, нет же. Нет же. Был бы отец, выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра.
Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Фу. Может, это витаминки или рыбий жир? Кто ж его знает? Наверняка никто не знает. Может быть, а может и нет. Он без таблеток видит галюны. Вот и я к этому склоняюсь пока что. Какие-то галюны, какие-то таблетки, все это подозрительно. Может, это была и не Вовина рукавичка, и вот об этом я тоже говорю, с чего он взял, что это Вовина рукавичка. Сам для себя решил Шерлок Холмс. Фигов. Может, и не рукавичка вовсе? Что у тебя настолько сильные галюны, что у тебя даже рукавички мерещатся. Как и чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума? Ну, возможно, совсем чуть-чуть. Что со мной происходит? Уже все поплыло. То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Опять что-то творится. Пришло спокойствие. Животное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. И заговорили мы еще тут как-то. Как наркоманы какие-то. Это семейное, можно так сказать. Мама вместе с Антоном пьют таблетки сомнительного содержания. Вот и мама улыбится, и Антон кровь видит. Все это как-то смутно тут, как-то подозрительно. Всякие таблетки, галюны. И не нравится мне это. У Антона уже наркотрипы. Вот и вот. Уже говорит как-то подозрительно, и все плывет, и галюны, и таблетки, и все пропало, короче. Мама смерила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? А какое нормально? Галюны, таблетки... Все плохо, я уже сказал. Какое нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Отвечает как робот какой-то. Все нормально, мам. Все просто замечательно. Хорошо. Ой, хорошо, хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Арабская ночь. Вот эта вот мелодия. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус «Найди отличие». Антон поплыл, есть такое дело. Он волнуется, что узнает про зверей за окном. Не были ли эти звери тоже какими-то галюнами? Или сном, или вообще. Тут все такое подозрительное с этим Антоном. Эти таблетки меня еще больше тут заставили задуматься. Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Ягу.
Я прошел мимо Олиной спальни и уркнул в свою комнату. Юркнул. Так, опять у нас исследование. Днем лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняют зевоту. Так, подождите, хочу кое-что поправить. Так, не это. Вот это вот. Это вот. Так вот. Так вот, вот так вот. Так вот, вот теперь вам видна мышка. В некоторых моментах это нужно, чтобы вам что-то показать, а то вам не видно, на что я кликаю. Вот так. Форм, погляди на стену. Сейчас я все посмотрю, что успею, что смогу. Там ведь плакат с Майклом Джексоном. А, вот этот вот. А, да, теперь вижу. А то в прошлый раз было темно, и я пропустил, видимо. На глазик нажми, уже нажал. Перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и... Так, блин. Одну секундочку, еще раз. У меня наушники запищали. Это значит, что они разряжаются понемногу. Сейчас я их подключу и вернусь. Все. Включил. Что ж такое? Теперь должно быть нормально. То не хватало бы мне еще тут посреди стрима отключиться наушником. Мы превратили стрим в сомнительное предприятие. Наркотики у Антона, а мать сумасшедшая. Не мы такие, игра такая. Эта игра все заставляет такое думать про нее. Так. Это я уже читал, но иногда я ловлю себя на том, что, забыв про уроки, смотрю в окно на обледенелые кроны. Моя фигурка трицератопса. Я знаю почти все разновидности динозавров. Ой, эти названия. Велоцирапторы, афровенаторы, гипсолифодоны. Господи. Помню, когда мы еще жили в городе, пошли в кино с родителями на парк юрского периода. Я сфотографировался в фойе возле механического Тирекса. Ты еще не видел, что в 4 главе с Полиной? Я уже в предвкушении, что там в 4 главе какие-то сумасшествия происходят, но прошу, все еще прошу, нечего мне об этом не говорить подробности, ничего не спойлерить. Со временем я обязательно дойду до 4 главы, все увижу, все узнаю, офигею, или испугаюсь, или подпрыгну, или заору, что угодно там может быть. Все это через пару стримов где-то возможно будет. Он вертел головой и так оглушительно рычал. Как же было здорово. А рядом игрушка Трансформер Роботек. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель и пищат бластеры, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пройдут потрясающе. Эх, пока хорошего стрима, я закругляюсь. Пока. Давай мемы. Спасибо, что зашел, спасибо, что подписался. Заходи на следующие мои стримы по Зайчику или по другим каким-то играм. Если будут тебе интересны. Буду всегда рад видеть новых зрителей. И читать буду рад, конечно же, в чате тоже. Космическая фабрика
Зентреди захвачена. Рик приготовится к бою. Что у нас дальше? Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал «Муха» самый крутой. Я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. Я тут чихаю. И извиняюсь. А когда будет следующий стрим? Точно сказать не могу. Во вторник, скорее всего, точно будет, а завтра или послезавтра вот не знаю. Все спонтанно. Если и будет, то, наверное, ранним утром. У меня вот последние несколько дней зачастились ранние стримы, где-то в 9 утра. Так уж сложились обстоятельства, что у меня утро свободное, и моменты были, и у меня получалось утренние стримы запускать, так что если завтра или послезавтра будет какой-то стрим, то разве что утренний, а вот во вторник будет наверняка и либо вечерний, либо дневной. И в среду, возможно, тоже будет. А вот за завтра и послезавтра пока не знаю. Спонтанно все будет. Может будет, может нет. Будь здоров, спасибо. А хотя я останусь подольше, стрим веселый. Приятно, что тебе нравится стрим. Тебе весело тут. Так, а стрим идет уже 2 часа 18 минут. Ну, заканчивать я еще пока что не планирую, но где-то еще полчасика точно еще я собираюсь сидеть. Возможно, побольше чуть-чуть. Но слишком долго не буду засиживаться. Эту игру я говорю уже заранее, эту игру я обязательно продолжу стримить. И следующий стрим... Ну вот следующий стрим, наверное, будет не по Зайчику. Наверное, я продолжу свои там игры, которые я начал до этого стримить. Продолжу их проходить, чтобы их не забросить. И буду, наверное, чередовать уже их. Те 3. А то не хочу так на чем-то одном сосредоточиться, а остальное забросить. Сколько будет стрим длиться? И в среднем я стримлю где-то 3 часа. Возможно, где-то на минут 20 меньше, возможно, на минут 20 больше. Это зависит от того, сколько меня что-то задерживает в игре. Но в среднем где-то ориентивно 3 часа. Сейчас вот он уже 2 часа с чем-то идет. Еще полчасика как минимум точно я буду стримить, а дальше посмотрим. Может больше, может меньше. Форма, получается, будет так: Хогвартс Трова, God of War Twitch, Зайчик Трова. Нет, будет так, что 2 стрима Twitch, 2 стрима Трова. Не вот так, что один стрим то, один стрим то. А то так получится, что... Хотя вот теперь Зайчик еще будет. Теперь 3 игры будет, а не 2. Это надо будет мне еще посмотреть расписание, как-то с этим настроить. То Трова, то Twitch, чтобы и про то, и про другое не забыть. Чтобы и тому, и другому контент какой-то добавлять, чтобы зрители не пропадали. Так, ну давайте уже продолжим, а то, как я и говорил, не люблю застревать надолго то на одной игре, то на одном чате. Так, Муха. Первый в СССР и России. А стриме, правда, интересный. Спасибо большое. Рад, что вам стрим нравится. Первый в СССР и России периодический журнал комиксов для взрослой аудитории. Имел большую популярность в лихие 90-е. Особенностью политики журнала был полный отказ от заимствований из зарубежных изданий. Все сюжеты и рисунки готовились отечественными художниками. С тех пор я рисую все подряд, и вроде бы получается неплохо. Когда-то в Мухе опубликовали мое письмо. Может, и мой комикс однажды напечатают? О, в Мухе опубликовали твое письмо. Повезло, повезло. И что я еще не смотрел? Это вот. Монстры, привидения, НЛО. Да ты что там такое читаешь, что тебе потом мерещится, снится,
галюны, всякие монстры. Он читает там про всяких монстров, привидений. Опять какие-то подозрительные штуки у него. То есть непонятно. Энциклопедия паранормальных явлений, издательства Росмен. Из нее я узнал про лохнесское чудовище, медузу Горгону и Бигфута. А Оля от книжки шарахается. Зачем ей вообще ее показывать? Разделы про монстров и пришельцев она еще кое-как пролистала вместе со мной, но середина энциклопедии, где говорилось про призраков, ее напугала. Помню, прочитав книгу, я даже поохотился за привидениями, измерял линейкой расстояние между предметами на столе и утром проверял, не сдвинулись ли они под воздействием призрачных сил. Не сдвинулись. Вот это поворот. Хотя на что я надеялся? Что встречу Каспера? Кто тебе знает. Монстры, привидения, НЛО. Это получается книга от РЕН-ТВ. Нет, не РЕН-ТВ пишут вот Изморал. Я знаю, что Антон просто прекраснейший художник. Но я еще пока его шедевров не видел. Либо видел, но уже забыл. Я прям лохнесское чудовище. Лохнесское? Так, одну секундочку, я отойду ненадолго. У меня какие-то проблемки технические возможны. Не хочу, чтобы тут сейчас все вырубилось нафиг. Так, раз, два, три. Так, стоп. Это вот брать, это
Алло? Алло, алло. Раз. Все, я вернулся. Мне все это время не было слышно, правильно? Да, меня все это время не было слышно. Ясно тогда. Я тут с наушниками немножко провозился. Пришлось их выключить и снова включить. И в это время, пока я включал, они в OBS не подключились. И я тут еще минут 5 вот только что сидел, отвечал на все ваши комментарии в чате. И все это время меня не было слышно. И сейчас придется мне по второму кругу и снова по этому всему пройтись и снова вам отвечать. Но ничего страшного. Я не против снова на это ответить. И с чего я начинал? Сначала объясню тоже, почему я отключился. У меня наушники опять чуть не вырубились, хоть я и перед стримом их зарядил, но, видимо, плохо зарядил. Надо было лучше зарядить, а то только что чуть не вырубились и чуть не случился какой-то форс-мажор. Было бы неприятно, если бы сейчас и меня, и игру вообще отвалилось все, и пришлось бы стрим, наверное, завершать, если бы сейчас вообще звук весь пропал, то было бы плохо. Технические шоколадки, все верно. А сейчас, вроде недавно я подключил их на зарядку, но все равно они вот чуть не вырубили. Сейчас вот подключил в другое место, и более надежное, и сейчас вроде должно быть все нормально, надеюсь, в этот раз. Ничего не вырубится, пожалуйста. Наушники. Не надо вырубаться, пожалуйста. А еще... Так, с чего я начал отвечать в прошлый раз? А Оля все видит. О, мышка пропала. Нет, он ушел. Нет, все, я вернулся. Все, теперь нормально. Пора делать бутеры. Нет, не пора. Все, отставить бутеры. Все. Кто сколько будет сидеть? Да, ребята, кто сколько будет на стриме сидеть? Я вот сказал, что еще как минимум полчасика точно планирую стримить, а дальше посмотрим. Буду до конца стрима сидеть. Спасибо, Эмикс. Не хватило времени на бутер, да. Простите. Но если очень хочется бутеров, ничего страшного, можете откланяться. И в студии Геннадий Шарабоев. Вы на канале Хрен ТВ, и наш ГГ ушел со сцены. Отставить панику, ГГ уже вернулся на сцену. Мне все интересно, все нравится, я очень рад, Эмикс, что вам все нравится, а то так как я уже только месяц как начал стримить, я боялся, что тут много кому может много чего не нравится, так как там со звуком, микрофоном, или на стриме какие-то лаги, или много еще чего. Но вижу, что вам все нравится, и это меня вдвойне радует. Мы надеемся, что он вернется. Все, я вернулся. Тоже хочу остаться до конца стрима. Буду очень рад, если вы со мной будете. Прям до самого конца. Тишина чихает, наверное. Ну и вот я объяснил, что с наушниками проблема. Если не вернется, то помянем. Все, я вернулся. Отставить панику, отставить, никто никуда не уходит. Все, спокойствие. Раз. Проверка, раз. Прием, вас слышно. Отлично, чудесно, прекрасно. Да нет, он не считает, у него там проблема была техническая. На теории правдоподобнее, да нет слышного, а вот только что появился. Ну вот все, что я вот только что прочитал, все эти комментарии, вы все слышали, надеюсь, или опять микрофон отвалился? Блин, в следующий раз надо будет прям на 100% зарядить эти наушники проклятые. Биотехнические шоколадки, мы держим тебя, не отчаивайся. Нет? Мы не слышали?
Вы не слышали, как я вот только что все ваши вышеперечисленные комментарии в чате перечитывал и на них отвечал? Серьезно? Я уже второй раз перечитывал за этих наушников. У тебя все хорошо. Вы меня запутали. Слышали? Не слышали, слышали. Ой, короче. Я продолжаю играть. И ваши... Определитесь, пожалуйста. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку вместе с номером телефона участкового. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Они просто стебутся. Не надо надо мной стебаться, а то тут... Так и стрим я могу тут прямо сейчас закончить, если и правда тут были какие-то проблемы, что я постоянно отваливаюсь, я пропадаю, меня не слышно. Если все в порядке, тогда стрим продолжается, все отлично. Если сейчас реально какие-то проблемы, то я могу и стрим сейчас закончить, чтобы никаких форс-мажоров не было. И не надо надо мной тут издеваться, пожалуйста. Один раз мы не слышали, а второй слышали. Ну, я сказал, что я 2 раза вас читал. Первый раз я уже сказал, что микрофон не подключился, и мне пришлось по второму кругу вас снова перечитывать и отвечать вам. Но в этот раз, надеюсь, все нормально. Если что, кричите в чате, если что, серьезно, по-настоящему я пропаду опять где-то надолго, тишина какая-то настанет. Кричите, пишите, что опять все отвалилось. Будем чинить. Нет, не заканчивай стрим. Еще полчасика, я уже сказал, полчасика, 100% еще стрим будет идти. Может даже больше. Еще никто ничего не заканчивает. Раз уж, если реально все хорошо, все работает, все слышно, тогда мы продолжаем. А сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? Много. А чё за тень за шторы? А, это интересно мне тоже, я и не заметил даже. Сейчас узнаем. Я сел на кровать. И только тут увидел за шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. За лампой. Или это игра света? Это Оля. Ну, по силуэту видно, что это Оля. Ее прическа выдает. Вообще. Я же писал, а Оля все видит. А, так ты насчет этого писал? А, я думал, сова. Тут по силуэту видно, что Оля. Так что игра может даже не пытаться меня тут напугать никакими скримерами. Нет. Второй раз не удастся. Оля, мы тебя любим. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака. Но вот опять он себе что-то придумает, что-то навязывает. Видно же, что Оля. Ну, видно же, ну. Он опять себе выдумывает. Это Оля, я думал, сова. Это Оля напугает. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук. Стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел с голосным хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул штору. Бу! Попался!
Ой, как смешно, как страшно и смешно. Кто-то из вас любит пиццу с ананасом? Вот скажу за себя, нет. Я такое не люблю. И не пробовал, и не хочу пробовать. Нет, нет, нет. И вообще, сладкая пицца для меня это что-то неестественное. Конечно, не осуждаю тех, кто, может, любит, но я такой нет. Не хочу, не буду, не надо, не такого. Пицца сладкая с ананасами, фу. Да я Пался? сразу понял, что это ты. Ой, серьезно, что ты сразу понял? Только что вот нагнетал опять ситуацию, что вот он видит такое-сякое, ему кажется, особенно после того-то, и после таблеток и сердце стучит. Тут он такой герой, да я сразу понял, что это ты, да что ты врешь. Нет, да, я. Мема, ты любишь пиццу с ананасами? Удивительно. Как это можно жрать? Ну, на любителя. Кому-то может нравиться, кому-то может вообще не нравиться. И так много с чем. Все на вкус и цвет. У меня аллергия на молочные продукты. О, у меня тоже у брата вроде как такая же фигня. Я люблю сырную пиццу. А я люблю острую пиццу. Прям обожаю. Я вообще все острое обожаю. На фоне предзакатного солнца над Олей головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. А Оля все видела. Тоже люблю острые. Эмикс, а ты коллега мой прям. И больше общего между нами. А мне сыр нельзя. Обидно тогда. Я вот сырную пиццу тоже, наверное, люблю, но не сильно. Такое. Среднее. Жаль, что нельзя, да, жаль. Оля экстрасенс. Тот еще экстрасенс мелкий. Да ну. Да ну. Что ты спрятал? О, полился. Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Она подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты что-то украл? Ну все, теперь нас еще и вором обзовут. Мы то сигареты воруем, то варежки воруем, то... Все, мы преступник, и наркоман, и больной, и все пропало с ним, короче. Главный герой... Все с ним пропало. Я только что острые соленые огурцы ел. Приятного аппетита, наверное. Оля все видит. Что? Что? Антон вливает жизнь. И варежку мы взяли, а не украли. Так-то да. Все нас тут подозревают. Мамаша там за сигареты наезды свои. Здесь сейчас это еще начнет причитать. Ты что, украл? Все. Сейчас мы тебя сдадим в полицию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты вор? Да, все. Убийца, вор, наркоман. Все вместе, вот это вот взятое, все. Все грехи человечества взваливайте на меня. Конечно, конечно. Что? Глупая. Ничего я не крал.
Всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, склонившегося силуэта за деревьями? Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Покажи, покажи, все тебе интересно, показывай. Не украл, а позаимствовал, не украл, а позаимствовал. Вот вы прям в унисон написали Эмикс и Дизмораль. Прям читаете мысли друг друга. Я первый. Я первый. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорщицки улыбнулась. Да что, опять какая-то неестественная улыбка. Клянусь маминым сердцем. О, не надо таким клясться. Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы могли смотреть однажды. Так, опять словарь. Я первая. Антон прячет того мальчика в подвал, а что-то Оля спалит след, то есть варежку. Оля все узнает, Оля все видит, Оля все спалит. И все надо знать, прям как всегда. Мелкое. Все ей надо знать. Но вообще, это я первый, мой комментарий и раньше. Ну, какая разница, господи. Пионерское движение – собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там варежка, не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Удивительно, правда? А ты чего ожидал? Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Это что, варежка? Один мальчик потерял. И сам потерялся. Вот с чего ты взял, что это его варежка? Господи, висит в лесу на дереве какая-то варежка. Все, это сразу его, это... Ох, Шерлок Холмс долбаный. Пока ты читал про пионера, то я забыл, о чем Антон и Оля говорили. Вот так вот бывает иногда. Пока я тут чат прочитаю или какое-то это прочитаю, уже можешь забыть, что происходит по сюжету. Чё? Чё? То ничего. А чё? Вова без варежки замерзнет, а потом ему руку ампутируют. Это еще лучший, наверное, из случаев, что могло случиться с Вовой в том лесу. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и печатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку?
Или она появилась позже, для меня? Я сменил тему, словно попытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. О, опять он в своих наградах. Фантазер нашелся. Блин, Вова в соло стоит в подвале с рукой босой. Бедный Вова. Бедная его рука. Почему в соло? Не в подвале, а в гараже. Господи, гараж, не напоминайте. Может, у него тиммейты в подвале, потому Вова один. Там кот на стене висит. Вот этот вот. Это не главного героя, кстати, рисунки. Вот эти вот все, вот это вот все. Художник. Художественная самодеятельность. Кстати, там на стене висит Адольф Петров. Не знаю. Там кто-то... Эмикс вроде выше чата писал, кто здесь изображен. Курсора нет. Это потому что... Нет, вот есть, я вижу. Все есть, я вижу у себя на стриме, есть все, курсор, не надо паниковать. Ты слепой, значит? Ну, значит, да. Пусть я буду слепой. Кучу всякого, как в поле чудес. Поле чудес. Словарь. Советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». Клёво же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Но вот что... Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать, проклятый, что ли. Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Так. Страшные кассеты еще какие-то. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. Опа, свидетели. Чудовище ты видела? За тобой кто-то гнался? А, конечно, как я убегал, она видела, а кто за мной гнался, она не видела. Опять галюны. Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обвивалось кровью. До чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Арабская ночь. Усталость была сильнее желания побыть сестрой, меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется.
Ну пойдем. Ну пойдем. Мне скучно одной, а мама занята все время. Но я не помню на картинке либо Майкл Джексон, либо Фредди Меркьюри. Ну вот. Я не узнаю, по крайней мере. В гараже колбасу делают. Можно это назвать спойлер. Я видела в 4 главе точно утащит. Не надо о 4 главе мне вообще ничего говорить, пожалуйста. Все говорят о Вове, а тем временем у Оли в голове зима, холода, а я думала сова. Да. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Ну, Оля, отвали. Утром расскажешь. Он таблеток уже напился и отрубается уже, этот наш наркоман местный. Оля, отвали. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Нет, Оль. Когда будет колбаса, не скоро будет колбаса. Не на этом стриме точно. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Оля, блин. Нарисуй. Сейчас как кафнет на нее. Да оставь ты меня в покое! Дома колбаса будет. Угу. Докторская. Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость и стыд заколотали в груди. Что со мной происходит? Я поспешил опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. А можете треки поэта Моргенштерна, Алишера, Тагировича поставить на задний фон хотя бы 1/5 громкости? Уверен, это убьет, а даже улучшит атмосферу игры. К сожалению, нет, не могу. Могу только погромче сделать музыку этой игры погромче. Я там делал потише, и если вам не хватает музыки на заднем фоне, то могу громче сделать. А всякие треки на задний фон, увы, пока не могу поставить. Я видел, как в гараже сделали колбасу. Не надо мне спойлеров насчет колбасы. Мне показалось, простите за выражение, но мне показалось, что Оля сказала: тебе показалось? Не спойлери, то он тебя съест. Не спойлерите, да, пожалуйста, не спойлерите, а отставить спойлер. Особенно насчет 4 главы. Особенно насчет ней вообще ничего не говорить, а то забаню. Я специально ничего не смотрел насчет 4 главы, чтобы самому поиграть и все ощутить. Так что не надо мне тут все обламывать. А насчет 3 предыдущих глав, конечно, тоже нежелательно спойлерить, но не настолько критично. А вот насчет 4 вообще ничего не надо говорить. Вообще. Катя сдохнет. Спасибо. Большое. Забанить пользователя. А я предупредил. И тебя тоже я предупредил.
Я представляю, смотрят они Питера Пэна, а на фоне да я богатый. Вот сейчас и посмотрим, как они будут это смотреть, если будут. Так, идем смотреть мультики. Уже не хочу. Ой, господи, начинается. Уже не хочу, уже не хочу. Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие Пойдём. волосы. Питера Пэна посмотрим. Да, пойдем, пойдем. Ага, ты опять уснешь. Не, ничего подобного. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Обещает он. Ура! Трипи! Сыри! Пупса! Пипец, Цири Пупса. Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. О, Только утром свежий привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. спорим. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Она исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. А на этом стриме будешь проходить 4 главу? Не, ты что, я не успею до 4 главы только за этот стрим дойти. Ты что, у меня вот только начало игры, 1 глава. А до 4 главы еще ого, сколько. Но когда-то, наконец-то до нее дойду и посмотрю, что там да как. Хлеб плюс сгущенка плюс 10 килограмм. Ага, есть такой. 12:00 тем временем. Да, у меня уже полночь тем временем. Так, что у нас тут? Опять кучу всего разглядывать. Свинья-копилка. Оля собирает деньги на настоящего щенка, так как папа говорил, что содержать его будет дорого. То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, караулющую в темноте. Днем Оля держит шторы раздвинутыми, но в сумерках плотно зашторивает окна, чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз. Бесчетные Олины игрушки. Самое главное среди них старый плюшевый медведь. Оля без него засыпает. А когда спит, зарывается носиком в его мех. О, телек, мультики! Ой, сейчас будет кладбище по телевизору. У меня в чате новые сообщения не отображаются почему-то. Перезагрузи страницу. Я, наверное, чат завис просто. Иногда такое и бывает. Или перезайди, или перезагрузись. YouTube имею в виду. Так, все посмотрел. Включить. Старый телевизор Фотон пылится в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынырнула размытая картинка. Это был мрачный, тяжелый лес. Мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и те очень редко.
Я раньше всегда смотрел Роботек перед школой. Вот же было здорово. Может пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля просила найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстраивать. И эта сонливость, сил нет делать все скопом. Искать или настроить? Ну, Оля подождет. Давай настроим. Наконец-то изображение стало четче. Не успел я обрадоваться, что поймал новый сигнал, как вдруг телевизор громко закашлял, и сквозь какофонию звуков прорвался голос. Видели его часто. Именно тогда. На экране вырисовывались заснеженные холмики, поверх которых плясали кривые кресты, а мужской голос заунывно и неторопливо вел свой рассказ. Стояла беспросветная кладбищенская ночь. В то мрачное время маленькая Сеня встретила свою судьбу в лице чудовищного обитателя дикой чащобы. Местные называют его не иначе, как хозяин леса. Я замер, стараясь не шевелиться, словно своим движением мог спугнуть диктора, внимательно вслушивался в каждое слово. Зверь разобрался с беспомощной девочкой по-хозяйски. Камера медленно плыла по закапанному чем-то черным снегу, высматривая забросанные всюду лохмотья одежды. Мне не хотелось думать, были ли в них завернуты останки Сенечки, или я непроизвольно зажмурился. Голос не переставал. Волки здесь редкие гости. Вот что поведала нам баба Тамара, обитательница одного из местных склепов. Изувеченное жизнью и алкоголем лицо старой бездомной растребежало во весь экран. Да, бестия страшенная, хуже мертвеца отрытого. Бабуля, а чё с голосом? Старуха забрызгала слюной прямоугольник микрофона. И смердит шо, как немытый. Гудок проглотил сравнение. Не припомню я такой вони. Стояла эта тварюга там, где ты, милок, сейчас стоишь, и таращилась на меня прям посередь дня. Здоровенно такая, глаза стеклянные. Опять пикнула, крадывая ругань. Говорит, что если тебе этот дьявол заприметить, то сунет в мешок к себе и дело с концом. Но меня он не трогает. Видать, нравлюсь я ему. Кому ты можешь нравиться? Вот и зовут меня чертовой невестой. Ну и смех. Что правда, то правда. Опустившимися до звериного образа жизни хищник брезгует, предпочитая детскую невинную кровь. Теперь все чаще хозяина леса видят в поселениях на периферии нашей родины. Раздираемый сомнениями, вымысел это или правда, я почему-то захотел записать остатки репортажа.
Быстро схватив лежавшую на телевизоре кассету и даже не посмотрев, что на ней записано, я сунул ее в видик. Но ты гений, конечно, не смотреть, что на ней записано, сейчас какой-то мультик. Тыкнет и будет ему капец от сестры. Включил запись, накрутил звук и стал внимательно следить за ускользающим сигналом. Хозяином леса его прозвали не просто так. Ему подчиняются все звери, пернатые и лохматые. Они предвестники появления самого чудовища. Если слышите вой вдалеке, то, скорее всего, он знает, где вы живете. Если порог дома истоптан звериными следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. А если однажды ночью, проснувшись, вы увидите глаза в окне, то скоро. Скоро? Скоро. Скоро? Тишина. Скоро. 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 Скоро, я понял. Скоро. Дядя, ну сколько можно? Скоро. Скоро. Взбесившийся телевизор закольцевал последнее слово диктора. Она повторялась опять и опять, впивалась в уши. Вот это, конечно, был кринж. По спине бежали мурашки. Кассета закончилась и теперь перематывалась к началу. Шорох пленки напоминал шелест листвы на ветру и тихое рычание зверя. Я вышел из ступора, ткнул пальцем в кнопку. Магнитофон выплюнул кассету, на миг почудилось, что она испачкана в слюнях. Но это лишь свет люстры заставлял черный пластик переливаться. Так, вижу, вы там в чате... Нет, я не чихаю, это я в чате немного посмотрел, что вы там писали все это время. Это между собой, вижу, переписываетесь немного, поэтому не отвлекаю. Так, сейчас от Оли будет нам нагоняй. И тут я заметил обложку. Питер Пен, ёлки, это же на Питера Пена записал. Ну ты молодец. А вы как раз пришли его смотреть. Ну, сейчас кому-то будет плохо. Поторопился. Мало того, что испортил Олин мультфильм, так еще и такой жутью. Нельзя, чтобы сестра это увидела. Слез будет океан. А Оля где она? А Оля поперлась за сгущенкой и за хлебом. На полчаса. Сейчас как придет, сейчас как начнется. Опять рыдание, опять вот это вот все. В коридоре задребезжали стаканы, скрипнули половицы. Оля материализовалась в дверном проеме. Ты не смотришь без меня? Нет, ну конечно нет. В руках у сестры был поднос с неровно нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Нет. Нет.
конце вместо спасения детей от капитана Крюка будет бабка с прокуренным голосом и хозяин леса. Вот это, конечно, главный босс. Бабка с прокуренным голосом. И я пока кассету ищу. А ты точно хочешь Питера Пэна смотреть? Хочу, хочу! Нет, не хочешь. Включай скорее, а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть. Какой бразильский? Чего себе? Бразильские сериалы. Это да. Ну уже думай, горе сыщик. Честно, мне как-то Питер Пэн совсем не понравился. Начались отмазки. Может, лучше «Русалочку»? Русалочку я уже насмотрелась. А ты обещал. Вот до чего ж упрямая. Придумал. Давай сначала пару серий «Черепашек-ниндзя». Согласна? Нет, ну ты чего, сестричка, всего лишь записью на кассету крест и кладбище с рогатым демоном. Да, и вот это вот бабку с прокуренным голосом и скоро, 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 скоро. Вот пусть это теперь смотрит, да. Ну зачем ей эти мультики, зачем эти бразильские сериалы? Вот, смотрите, вот лучше этого. И так тут вся семейка больные, я так понял, под таблетками. Наслаждайтесь этим своим скоро. Она насупила брови, но, похоже, сдалась. Она отставила поднос и демонстративно скрестила руки на груди. Если так сильно просишь. Откроешь сгущенку? Порезаться боюсь. Края острые. Стоило подняться, как перед глазами запрыгали разноцветные точки, а онемевшие ноги заколола иголочками. И только добравшись до дивана, я сообразил, что банка была уже открыта. Оля схитрила, обвела меня вокруг пальца. Под ложечкой засосала. Я намеревался рвануть к телевизору, но сестра опередила. Схватив пульт, она победоносно рассмеялась. Повелся! Ах ты какая мелкая. Захотела смотреть на кресты и на скоро. Тебе такое нежелательно, конечно, смотреть, но если вы настаиваете и не хотите так уж мультики смотреть, то я, если что, я не виноват. Да зачем мультики? Индийский Star Wars надо на стриме посмотреть. Индийский? Ну, ничего себе. Мама, видимо, будет смотреть сериал «Хозяйка судьбы». Это тот самый бразильский сериал. Не хочу знать, что это за сериал даже. Там она открытая. Кстати, батя не пьет таблеточки. Не спойлер, если что. Батя не пьет таблеточки, а я думал, тут вся семья под таблеточками. Давай за обман Олю в подвал кинуть. Ну, хоть не колбасу в гараже. И то. Хоть что-то. Владычица пульта приказывает смотреть Питера Пэна! Владычица пульта? Не успел я и рта раскрыть, как Видик послушно сел в злосчастную кассету. Сейчас она включит, а там прокуренная бабка, демоны и скоро-скоро. Черные кресты на безымянных могилах и опустошенные склепы, кровавые отметки на снегу, кровавые ошметки на снегу и безумная невеста лесной твари. Вот это самое интересное, безумная невеста. Бабулька та еще невеста. Владычица пульта. Муахаха. Лучше сказать правду. Оля, стой! Я тебе конец кассеты нечаянно стер. Отдай ее мне и возьми любые 2 мои. Ты чего? А чего? Я ничего. Не мог ты стереть. Мы с папой всем кассетам зубики пластмассовые выломали. Отверткой. Теперь ни на один мой мультфильм ничего записать нельзя. Парадокс. Сестра Лоука нажала треугольную кнопку play на пульте.
Я внутренне сжался, ожидая услышать потусторонний голос диктора. Но на экране появилась... дуэль Питера Пэна с Капитаном Крюком. Я облегченно выдохнул. Голова опустилась на ладони, тяжелая, словно чугунный шар. Оля довольно улыбнулась. Подбери пульт и ее в подвал к пацану. Да, фильм «Хозяйка судьбы» — это бразильский сериал, выходящий примерно в годы событий Зайчика, точнее 2006-2007. Ой, не знаю я такого и знать не хочу, наверное. Вот то, что это бразильский сериал, и то, что вот ты мне написал, что в какие он годы выходил, как раз время этой игры, мне хватит этой информации. Отправила кассету мотаться на начало, а сама принялась обильно поливать хлеб сгущенкой. А когда начался мультфильм, она забыла про все на свете. Словно и правда переместилась в сказочную Небыляндию, о которой всегда мечтала. То греха таить, и я часто представлял себя там, в стране, где взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Но сейчас страна Питера Пэна была особенно далека от меня. Мысли тянулись, натыкались на рогатую тень, подстерегающую среди деревьев, а за могильный голос диктора преследовал, низко скользя над кустами и оврагами. Так крылатый хищник преследует жертву. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность вернул резкий отклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Что случилось? Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Я теперь хочу сгущенку. Я тоже. Блин, хочу сгущенку, эх. Стрим идет 3 часа, и никто даже не задонатил. А даже если бы и задонатили, то, я думаю, сообщение бы не появилось, так как у меня они отключены. Пока что. Ой, я неправильно написал, он выходил в 2004, 2005, а в 2006, 2007. Выходил в странице жизни, он, кстати, тоже бразильский. У кого сколько... А когда темнеет, прилетает сова. У кого сколько времени? У меня 1:30 ночи сейчас. Сколько стрим идет, вы говорите? 3 часа 20 минут уже идет. Ничего себе. Я думал, еще максимум где-то 3 часа, уже 3,5 часа идет. Ничего себе. И хорошо так сидим, как я вижу. Заканчивать мне что-то пока не хочется. Скоро. Да уж это, наверное, главный мем за этот стрим. Это скоро. Да уж, хорошо сидим, заканчивать мне все еще пока что не хочется, но... Надо будет не засиживаться, а... Скоро, наверное, придется все-таки заканчивать, но... Пока еще нет. Я боюсь. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Закрыть. Скоро скидки на пельмени закончатся. Нет. Старался при этом не смотреть наружу, на пики сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающие снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову.
И папа считает, что раз я маленькая, то значит врушка. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает И я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза, словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Егор, Тимохин, привет тебе. Добро пожаловать. Чего не спишь в такое позднее время? Или у тебя сейчас не ночь? У меня сейчас 12:30 ночи. Но есть ли эти качества во мне самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. А ты не смотри. Перехочет. Такая же хрень. А ты почему не спишь? А у меня... Я специально сегодня... Изначально, конечно, я вообще сегодня не планировал стримить. Ни утром, ни днем. А вот под конец дня вечером подумал, почему бы мне наконец-то не начать Зайчика проходить. Давно я уже мечтал, давно хотел. А тут как раз недавно 4-й эпизод вышел, который я специально ни у кого не смотрел, чтобы самому пройти и прочувствовать на себе всю жесть, которая там будет. Так что поэтому прошу не спойлерить, если кто-то новенький пришел, еще не знает, то я специально не смотрел, ничего не видел по 4-му эпизоду и спойлеры все пресекаю. И вечером сегодня я решил вот устроить стрим по Зайчику наконец и начал где-то... Сколько? Я в 9 вечера начал специально вот такой вот, чтобы ночной стрим, чтобы еще страшнее как будто бы было. Уже вот 12:30 ночи, конечно. Атмосфера самая прелесть прямо сейчас. Атмосфера в игре. И сейчас какой-то напряженный момент еще вот получается. Так и хочется прям сейчас заспойлерить. А ну отставить. Хотелки заспойлерить. Держи себя. Тебе держи. Все хотелки вот эти вот. Не надо ничего спойлерить. Особенно про 4-й эпизод. Ничего не надо спойлерить. Ничего. А то забаню. Ладно, пока хорошего стрима. Я спать 3 часа смотрел твой стрим. Ну и на том большое спасибо, конечно, что аж целых 3 часа сегодня со мной просидел. Заходи еще. Буду всегда рад тебя видеть. И читать в чате. Я сейчас тоже уже скоро буду заканчивать, наверное. Вот какой-то подходящий момент найду только в игре и закончу на этом. Кстати, ты в Стиме купил или пиратка? Игру пиратка. Блин, у меня температура 39. Выздоравливай, да, выздоравливай, Рома. Выздоравливай. А давай всю ночь стримить. Не, ты что? Шутишь, что ли? У меня еще такого на канале... Для такого еще на моем канале еще рановато. Я, конечно, у меня вот было достижение неделю назад, то, что я 5 дней подряд стримил. А еще вчера вот, еще одно достижение. Вчера я 2 стрима в день провел. Это тоже для меня было впервые. Сегодня вот для меня тоже можно сказать какое-то достижение, то что я... Ну не достижение, а первое впечатление, то что я впервые на своем канале стримлю, во-первых, новеллу визуальную, а во-вторых, хоррор. Вот было мне интересно попробовать, как оно будет. А хотя останусь интересно досмотреть, засыпаю. Мемы, да ты уже 2-й раз идешь спать и решаешь оставаться. Но так как я действительно сейчас уже скоро буду заканчивать, то если уж хочешь, то можешь остаться там. Тут немного мне осталось и все будет.
Следующий стрим будет уже не по Зайчику, а по другим играм, которые я там сейчас на канале прохожу. Я не хочу их забрасывать, а буду чередовать вот так вот. Одна, вторая, потом Зайчик, потом снова первая, вторая, потом Зайчик. Вот так вот буду. Может еще когда-нибудь устрою так вот 5 дней подряд стримы, или может меньше, или может больше, или может снова 2 стрима в день. Кто знает, посмотрим. Что мне заблагорассудится. О, можешь показать, где скачивал? На стриме показать не могу. Могу сказать, что я не заморачивался. Просто вбей название игры. Скачать и все. У меня вот первый же сайт сразу. Забыл, как он называется, то, конечно. А еще форум вчера сказал, что завтра точно не будет стримить. Но я же говорил сегодня в начале стрима, что я сегодня вообще не планировал стримить. Вот ни утром, ни днем. Но вот вечером, это, кстати, из-за тебя. Ты мне тут причитаешь, а стрим-то, можно сказать, из-за тебя. Ты мне вчера вот напомнил о Зайчике и то, что вышла новая глава, и вот это вот все. Я сегодня вот вечером сидел такой и думал, смотреть ли мне эту 4-ю главу. И такой подумал, а я уже давно хотел сам постримить и поиграть. Не постримить, а просто поиграть. А тут, как я канал недавно начал, то и подумал, можно даже постримить. И у меня сегодня вечер свободный, и решил, что для этой игры как раз нужно, наверное, вечерние стримы, а не более какие-то утренние или дневные. Вот и получил сегодня спонтанно стрим. Вечерний, ночной даже. Для Зайчика. А изначально я действительно не планировал сегодня. Ну да, я такой... Все из-за меня. Да, это все из-за тебя. Это все ты виноват. Да, все только из-за тебя. И вот если вчера не напомнил, я бы сегодня не глянул снова этого Зайчика, не подумал, смотреть ли мне 4-ю главу или нет. И вдохновение на меня бы не нахлынуло, и не захотел бы я стримить. И кто знает, может никогда и не стримил бы эту игру даже, и не проходил. А так, вот, вдохновение какое-то поперло. Это хоррор-новелла, ну вот да. И это тоже все впервые у меня на канале. Еще хорроров я не стримил. Ни новелл, ни хорроров, ни вот этого вот всего. Да, интересно досмотреть. Ну тогда... Досматривай. Сейчас немного осталось уже. Можешь скинуть... Можешь ссылку оставить, с какого сайта скачал. Могу в комментариях, если что, только скинуть. Сейчас мне вот лень искать. И в истории, где я там скачивал... Попробую вот прямо сейчас вот зайти, нагуглить название игры, и первый же сайт должно быть то же самое, что и у меня. Это должно быть просто. Я опять от игры отвлекся и на чат сосредоточился, блин. Ну вы так много пишете. А тут приходится... Посложнее, чем в других любых играх. В других играх, которые я там стримлю, там можно бегать себе на фоне, что-то собирать, а чат на фоне читать. А тут приходится либо игру читать, так как тут как раз вот надо много читать, либо чат читать. И я не смогу читать и то, и то. А то либо читаю одно, а второе мне мимо ушей проскользает. Ну, а у тебя есть соцсети по типу ТГ-канала или группа ВК? Есть, ВК нету, а... В смысле, ты имеешь в виду группу моего канала вообще, или я лично в соцсетях? Я лично в соцсетях, естественно, есть, но скидывать это я на весь канал и на весь мир я это пока что не хочу, не планирую, а канала у меня пока что ничего такого нет. Ни Дискорда группы, ни ТГ группы, ни ВК группы, этого я все пока еще не создавал, так как у меня, собственно, канал еще супер маленький, комьюнити никакого нет. Народа нет, зрителей почти нет. Так что смысла мне создавать что-то и особо и не вижу. Все, что у меня там есть, это вот канал на Твиче, канал на Тролл, канал на Ютубе, Бусти, Nation Alert, все, что вот под описание я втыкнул, это все, что у меня есть. В будущем, возможно, будет больше, но это надо сначала, естественно, аудиторию хоть какую-то, а не 5-10 человек. Конечно, лучше, чем 1, 2, 0, но
для каких-то больших групп создавания это все еще пока я считаю мало. Случайно не этот сайт, Torrents игруха? Да, вот это вот. Вот первый же сайт, который тебе высветился в списке, вот я же говорил, что легко найти. По типу ТГ, так это я читал. Все, теперь я буду ждать, когда будет следующий стрим по зайчику. Но если я буду чередовать, так как я планирую, то третий стрим после этого. Вот следующий стрим будет... Почему у меня там? Что я последнее не стримил? По Хогвартсу следующий стрим, потом по God of War, а уже потом по Зайчику снова. Но это я планирую, конечно, так, но кто его знает, возможно, мне что-то захочется, и я буду 2 стрима подряд одну и ту же какую-то из этих игр проходить. Кто же его знает? Но пока что я планирую чередовать, чтобы не забросить какую-то игру. Давай в комменты, да, в комментах лучше. Ну вот, товарищ уже сам нашел, нагуглил. Так что уже и не надо ссылки давать. Я на твой аккаунт наткнулся благодаря стрим и подписался, ты топ. Спасибо, рад, что ты на меня наткнулся. Спасибо еще раз за подписку. Рад новым подписчикам и зрителям всегда. Понял, спасибо. Что у тебя за Windows? У меня 10-й Windows. А за подсказку не за что. Скачивай, если интересно, и проходи тоже. Я тоже на тебя наткнулся с помощью этого стрима. Вот, значит, я тем более не зря решил сегодня постримить эту игру. Сегодня вот ко мне столько новых людей пришло, благодаря Зайчику. И все не зря точно. Так что, Эмикс, я еще могу поблагодарить тебя, что ты вчера мне об этом напомнил и заинтересовал, что я сегодня благодаря тебе начал стрим, и сегодня ко мне столько новых людей пришло. Благодарю. Я на форум наткнулся еще с игры, это моя война, The Star of Mine. Да, это еще мои самые первые стримы. Это, как ты вчера говорил на стриме, олды. Мой главный олд, наверное, с самого первого стрима. Еще когда я был прям вообще никто и звать меня никем. Первые дни моего стримерства это было, конечно, ужас, но лучше, чем то, когда я пробовал стримить еще где-то год назад. Тогда вот было вообще, конечно, ужас. Микрофон отвратительный, все отвратительное. В этот раз я хотя бы лучше подготовился, и мне самому, по крайней мере, более-менее нравятся мои стримы. Я, разумеется, их пересматриваю после завершения, все ли там нормально. Все тебя узнали благодаря этому стриму. Это отлично. Значит, Зайчик 100% будет продолжаться проходиться у меня на канале. По крайней мере, до 4 главы. Естественно, я же обязан дойти. Я же ради 4 главы и начал стрим этой игры. А вот когда... Это надо мне расписание еще какое-то придумывать. Ибо все будет, как всегда, спонтанно. Я только что подписался на тебя. Спасибо тогда. Благодарю за подписку. И за лайки еще вам. Всем спасибо, кто ставил лайки. Я вижу 19 лайков. Это мой рекорд. Просто капец. Удивительно. Сегодня столько всяких приятностей для меня повылетало. Всем спасибо, кто подписался, кто ставил лайки. Мега приятно. Так, ну, вроде я дочитал чат. Только дочитал, вы еще пишете. Сейчас уже устанавливаю. Тогда приятной игры. Если тоже будешь играть. От подписки растет. Ага. Надо колокольчик включить, чтобы стримы смотреть. Да, прожимайте, ребята, колокольчики. Те, кто ждет продолжения Зайчика, те, кому, может, не интересны будут другие мои стримы, но вот ждете продолжения Зайчика, то прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Потому как я говорю,
Кто знает, когда этот стрим может быть. Возможно, где-то через 3 стрима. Возможно, следующий стрим будет снова по Зайчику. Кто ж его знает. Поэтому прожимайте колокольчики. Я подписался и лайк поставил. Спасибо, Егор, тебе тоже. За подписку и за лайки, за то, что в чате пишешь и что смотришь. Всем спасибо. Надо ставить лайки. Ставьте лайки, надо ставить лайки. И колокольчики прожимайте. И вот это вот все. Всем благодарен. Спасибо, что напомнил за колокольчик. Вот, да, вот. Все, я дочитал чат, все, продолжаем играть. Все. А то я на полчаса тут отвлекся от игры. А я и заканчивать уже планирую. И хочу тут найти какой-то подходящий момент в игре, чтобы нормально закончить. Ты приятный человек. Ой, спасибо. Ой, как приятно. От людей, которые новые поприходили, еще вдвойне приятнее такое слышать. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочку. Капитан Крюк улепетывал от крокодила. Капитан Пен направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Хор пел финальную песенку. В диснеевском мире сияла серебристая луна. И опять начались ужастики. Из-под этой нарисованной луны внезапно выглянула другая, страшная и мертвенная, висящая над таежным бором. Жуткий репортаж записался аккуратно титры мультфильма. Во рту у меня пересохло, пульс участился. Я быстро посмотрел на Олю. Так. Ты приятный человек и классный, да, спасибо. 12:30 ночи, капец. Как думаешь, когда у тебя будет первая 1000? Через много-много лет. Думаю, буду тебя смотреть в свободное время. Буду очень рад. Если будешь снова ко мне возвращаться. Нуды у форума всегда такие ламповые стримы, просто поговорить, посмотреть прохождение игры под чаек. Кстати, чаек. Чаек у меня уже закончился. Но новый делать я уже не буду, так как скоро буду заканчивать. Доброй ночи и приятного стрима. Привет, Влад. Доброй ночи. Чего тебе не спится? Такое позднее время. Пришел прям под конец стрима. Я вот ищу подходящий момент в игре, чтобы нормально закончить. Скоро. Да, вот это можно сказать насчет того, что я собираюсь заканчивать стрим. Скоро, собираюсь заканчивать. Скоро. А вот чат никак не могу дочитать. И вот это вот скоро будет где-то в 2 часа ночи, наверное. Ой. Можешь тут закончить. Я вот хочу закончить на каком-то спокойном моменте, а сейчас вот какой-то напряженный момент происходит все еще. Там по телевизору ужастики, за окном сова и вот эта вот вся фигня. Вот. Я не хочу заканчивать на каком-то вот таком напряженном моменте, чтобы следующий стрим начинать сразу с такого какого-то шока, какого-то сумбура, что как будто что тут происходит. На чем я закончил в прошлый раз? Что тут какие-то ужастики, какие-то непонятки с самого начала начались. Если ты мемы там собираешься спать, устал, то можешь идти. Потому как видишь, тут я то чат читаю, то
Я так могу, наверное, долго собираться заканчивать. Вроде как вот я реально собираюсь вот закончить. Просто вот жду подходящий момент. А этот момент, возможно, просто будет где-то через полчаса. Или чат тут будет опять такой же активный, что я буду чат читать полчаса. Если ты там хочешь сильно спать, то можешь идти, я не держу. Просто это скоро, может быть, еще не скоро. Скоро не скоро. Мы тебе не дадим закончить стрим. Судя по чату, я так понимаю, вы действительно не дадите, потому как чат летит, просто я не успеваю его читать. И никак не могу игру найти подходящий момент, чтобы закончить. Я быстро посмотрел на Олю. Она причмокнула губами во сне. Я стиснул пульт, готовый в любой момент нажать кнопку «Стоп». Промотал запись и оценил сохранность репортажа, а затем бережно вытащил кассету. Защитный зубец оказался на месте. Я встал осторожно и покинул детскую. Не знаю, провидение это или проклятие, но кассету я успел спрятать рядом с варежкой как раз перед тем, как заглянула в комнату мама. Довольно баловства. И чё, я хочу смотреть стрим. Ну, если ты не спешишь никуда там, может тебе завтра рано вставать, то смотри сколько хочешь, конечно. Я не заставляю и не выгоняю ни в коем случае. Мне наоборот приятно, что вы тут со мной прям до самого конца сидите. Не обращай внимания на чат, а потом под конец прочитай чат. Ну, вы тут просто напишите под тот конец целую тонну сообщений. Я буду на том конце еще полчаса сидеть смотреть и читать. Так что я лучше тут прочитаю, пока я иду по ходу смысла сообщений, чтобы я мог, если что, и ответить на них, а не потом когда-то прочитаю, и это уже будет не актуально. Какой-то там вопрос, который вы напишите, или типа того. Стрим. Можно вопрос, если ты фан Зайчика? Ну, я бы не назвал себя фан Зайчика, просто игра мне нравится, я ее давно уже видел и давно хотел бы поиграть, но лично же сейчас я только начал ее проходить, поэтому я бы не назвал себя каким-то фаном. Просто игра нравится. Форум пополняет коллекцию вещей в тумбочке. Ага, какие-то всякие подозрительные штучки и улики. Варежки, телефон, номер телефона, кассета. Потом в будущем, чую, мне все эти улики еще пригодятся. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я слушал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет? Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Что-то бесплотное бродило по полям. Велились ветви, будто звали, и ветер выл и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. Все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Эпизод 2. Время поиграть. А вот и этот самый момент, который я долго ждал, долго искал, на котором смогу наконец спокойно закончить. На начале второго эпизода. Отлично, тогда я подождал то, что не начал заканчивать на вот том моменте, и сейчас вот спокойно как раз закончил первый эпизод, и можно будет в следующем стриме спокойно, красивенько, нормально начинать стрим сразу со второго эпизода сначала. Прям идеально.
Так, ну вот только еще вот это новая школа и учителя, а главное новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык, как и большинству очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. В старшую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Но и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Ну вот и все. Все. Вот на этом моменте я сохранюсь и закончу. На входных дверях и на прошлом стриме мы отправимся в школу. Ранним утром, темной улицей, далеко пешком в школу. Так, а еще мне надо дочитать опять чат, которого опять много стало. Мы и вправду не дадим ему закончить стрим, не жаль его. Все сейчас закончится. Момент, на котором я хотел заканчивать, наконец-то настал. И конец стрима наконец-то сейчас тоже настанет. Да, стрим не закончится, ура. Нет, стрим закончится, к сожалению. Или к счастью для кого-то. Все ложимся спать, нам всем завтра в школу вместе с Антоном и форумом. Ну, не знаю насчет завтра. Я же говорил, что завтра или послезавтра. Не знаю по стримам. Если будет стрим, то утренний. Где-то в 9 утра, если будет. Если не будет утром, то и вообще, скорее всего, не будет. Но опять же, сегодня тоже вот не должно было быть стрима вообще. Но вот как получилось. Что прожимайте колокольчик, вот эти вот все дела и следите за каналом. Так что в какой-то случайный момент бац, и стрим появится. Кто ж его знает. Я всегда хотел в него поиграть, но комп не тянет. Я хотел бы, чтобы ты его прошел и все у тебя было хорошо. Удачи тебе, а я посмотрю. О, приятно, Тимофей. Что будешь наблюдать за моим прохождением зайчика. Спасибо за пожелание удачи. Буду рад видеть тебя на стримах по зайчику еще. Раз уж ты собрался посмотреть мое прохождение вместе со мной этой игры. У меня комп еле как YouTube тянет. Шмар. Ура! Наконец-то ты закончил. Да уж, ура. Час ночи почти. Кошмар. Я уж думал, реально сейчас буду до 2 или до 3 ночи ждать тот самый момент, когда закончить. Только на 3-й части будьте аккуратнее, там лучше Алису выбирать. Но посмотрим. Я хочу увидеть, какие выборы сделаю я, какие будут последствия моих выборов и вот это вот все. Не хочу каких-нибудь спойлеров, подсказок. Посмотрю, что да как у меня самого получится. Блин, пока. Да уж. Блин. Спокойной ночи тебе и сладких снов, приятный человек. Ну для Антона завтра. Да, конечно. Вот только завтра у нас воскресенье. Но для Антона завтра, ладно. Как мне нравится, как ты вздыхаешь, когда говоришь, что надо читать чат. Ну, просто вот собираюсь закончить, но чат никак не заканчивается, и из-за этого стрим становится все больше и больше и больше. Вот я вижу, стрим уже идет 3 часа 52 минут. Кошмар. Я же при этом говорил, что в среднем я стримлю где-то 3 часа, а тут стрим уже 4 часа. Это, конечно, хорошо, что тут вот и чат активный сегодня такой, и мне есть что почитать в чате, и вас много сегодня. Это, конечно, все хорошо. Просто непривычно мне
Я же говорю, что только месяц стримлю, и у меня еще такого активного прям чата, что я прям не могу оторваться. Еще не было, наверное. Вообще был только какой-то там первый стрим по God of War, в котором тоже чат был довольно-таки активный, но сегодня еще активнее, как я вижу. Тем более сегодня столько новых людей прям, и подписчиков новых, и вообще сегодня какой-то мой рекордный стрим. Не зря я начал Зайчика, это точно. Спокойной ночи всем. Ладно, извиняюсь, и я подпишусь. Спасибо тогда за подписку, Тимофей. Заходи на следующие мои стримы обязательно. Буду рад видеть тебя и всех, кто еще ко мне возвратится. Не только на Зайчик, но и на любые другие стримы, которые мне будут. Я же не только Зайчика прохожу, еще много чего. И еще в будущем еще куча всего планирую. Ого, целый список здоровенный у меня игр, которые я хотел бы пройти. Пока. Пока и спокойной ночи, форум. Да, пришла пора прощаться, ребята. Желаю друг другу спокойной ночи. Вот это вот все. Я рад тебя слышать и смотреть твое прохождение. Удачи тебе, и думаю, что меня никогда еще никто не замечал. А тебе спасибо, что заметил. Подпишусь. Ну, я заметил, потому что у меня вот канал маленький. Чат я, как сказал вот ранее, такой активный чат у меня, наверное, впервые или во второй раз. Поэтому я стараюсь вас всех почитать и всем приделить внимание. А если какие-нибудь там вот популярные стримеры, большие каналы, где миллионы, тысячи, прям... Это я, конечно, их понимаю и представляю, когда вот чат, наверное, прям летит реально, вот прям каждую секунду по кучу новых сообщений, это просто невозможно смотреть и перечитывать всех. И реально можно просто пропустить кучу людей, которые там пришли, новые. Если вдруг когда-нибудь я стану каким-нибудь популярным, то не удивлюсь, что и у меня такая будет проблема. Из-за этого, конечно, мне грустно, что я бы, конечно, всегда хотел и весь чат перечитывать, и каждому внимание уделять, но это просто физически будет невозможно. И игре внимание уделять, что-то в игре читать, проходить, что-то делать, но... Пока что у меня канал маленький, я успеваю и то, и другое. Хотя некоторые моменты, вот как вы видели, бывали такие, что вот полчаса отвлекся на чат, и игра просто висит. Ждет, когда я продолжу в нее играть, но... Это... все благодаря чату, то, что он сегодня такой активный. А кто это? Кто там пищит? Это стул? Это вот в игре фоновые звуки. Типа страшные звуки. Вы понимаете, все эти вот скрипы, жужжание чего-то там, капание, вот это вот все. Фоновые звуки. Типа нам страшно. Ага. Я в самом начале подписался. Молодец, Дизморал, спасибо, вот. Благодарен всем и каждому, кто подписался сегодня или ставил лайк. Я рада, Дис. Какой Дис? Я Дис. Какой еще Дис? Никаких Дизов. Меня в чате Витек Плей заметил один раз. Впечатляет. А Куплинов тебя, например, тот же заметил? Если скажешь да, то я вообще тут удивлюсь прямо до потолка. Сокращено. Дис. Дизлайк или что? Никаких дизлайков мне не надо. Нет. Если вы об этом. Привет. Привет. Ты прям вовремя подошел. Я вот собираюсь заканчивать стрим. Уже вот прощаюсь с ребятами. Дизморал. Дизморал. Все понял, все. Ник, я тут немного задумался и потерял нити разговора. Все понял. Ник такой, Дизморал. Все. Тысяча извинений. Мистер Херит, если правильно назвал ник. Привет, конечно, но... Да, ты вовремя. Стрим вот идет уже почти 4 часа. Ночной стрим у меня почти сегодня получился. Если что, можете, конечно, в записи смотреть. Все на ютубе у меня сохранится. Естественно.
Также на следующие стримы можете заходить, там, кому интересно мое прохождение Зайчика. Там подписывайтесь тогда, если хотите посмотреть, колокольчики прожимайте, вот эти вот все дела. Подпишусь на всякий. Вот, спасибо еще за одну подписку. Еще один подписчик. Благодарю. Напоминаю еще за колокольчик. То мне там вот выше писали, что спасибо, что напомнил за колокольчик. Напоминаю вот еще раз. Колокольчик прожимайте. Те, кто подписался, кому интересны там стримы по Зайчику или еще какие стримы, то чтобы не пропустить, так как я говорю, у меня стримы спонтанные. У меня пока что нет такого, что вот я запланировал на какой-то там день стрим, и он точно будет. Возможно, будет, возможно, не будет, возможно, будет завтра, возможно, фиг знает когда будет, через неделю, через месяц. Кто ж его знает. Так что прожимайте колокольчик, чтобы, если что, вдруг какой-то внезапный стрим, и вы тут как тут сразу все увидели и примчались. Почему стрим так поздно? Стрим идет уже 4 часа. Начал я его еще в 9 часов. Тогда еще было не поздно. И я вот собираюсь как раз заканчивать из-за того, что поздно. А так-то я как раз и хотел специально такой вечерний ночной стрим, чтобы как будто вот хоррор стримлю, чтобы было еще страшнее, еще так мрачнее. Ночной стрим, ну вы понимаете. Вот, час ночи, пора заканчивать. Поэтому так поздно. Можно найти твой Дискорд, пожалуйста. Группы Дискорд. У меня на канале нет группы Дискорда. Или меня лично в Дискорде. Если меня лично в Дискорде, тогда я сейчас попробую найти свой и скинуть сюда, чтобы, если хочешь, там в друзья добавляться или что. Вовремя я, да уж, вовремя. Но ничего страшного, заходите на следующие стримы обязательно. Не пропускайте, можете в записи посмотреть этот стрим, если вам интересны какие-то моменты, как я на них реагировал, то там в записи можете посмотреть или пересмотреть. К сожалению, вот во время стрима у меня перемотка отключена ради минимальной, точнее, задержки, чтобы с чата у меня была прям минимальная задержка, у меня перемотка стрима отключена, к сожалению, сейчас на самом стриме перемотать назад не получится, но после того, как стрим закончится, вот тогда сможете посмотреть в записи на ютубе том же. Так, я сейчас молчу, потому что я зашел в Discord, чтобы скинуть товарищу как он? Ну вы поняли. Так, блин. Какие-то трудности у меня тут возникли с включением Дискорда. Так, если сейчас никак не получится, тогда я либо на следующем стриме, товарищ, если ты придешь еще ко мне, скину, либо, может, в комментариях скину, чтобы тут сейчас полчаса не ковыряться с этим. Так как я вот собираюсь наконец закончить стрим, господи. Никак не могу закончить. Сколько же можно? Не хочу сейчас вот еще полчаса ковыряться с чем-то. Но обязательно скину, не забуду. Да, конечно, замечал. Предлагал еще со мной копное прохождение игр сделать. Что, серьезно?
Или это ты так приукрасил? Что-то мне не верится. Кстати, а как скачать игру, я не смог найти. А я там вышел вот в чате товарищу Егору вроде как. Да, товарищ Егор, вот выше в чате, если хочешь, можешь вот провернуть выше. Он там писал название сайта, на котором я скачал игру, и все без проблем. Он тоже вот говорил, что скачивает и будет играть. Братанчик, покажи, где ты игру скачивал. Ну вот выше. Можешь так же, как он, вот поступить. Я ему также говорил, вот вбей в Google название игры, Тини Банни, вот зайчик, скачать. И вот первый же сайт я также скачивал. Первый же сайт, и сразу будет то, где я скачивал. Название вот, правда, не помню. Вот товарищ Егор там выше писал название. Мистер Хэрис ставил колокольчик. Да, колокольчик. Еще раз напоминаю, колокольчик. Поставил, молодец. 12:58 сейчас, а заканчивал 12:51. Ну вот, я же говорю, вот, заканчиваю уже час, наверное. То ждал, когда момент в игре настанет подходящий, чтобы закончить. То сейчас чат читаю, то другое. Блин. Ну не могу же я сейчас прямо вот так вот все кинуть, прясь. Всем пока и вырубить стрим. Надо же вот дочитать чат красиво, с всеми попрощаться, ответить на все вопросы, которые у вас там еще вот вижу, возможно, появляются. Не могу же я вот так вот все хрясь-брясь и всем до свидания. Всем пока. Что я? Надо же все красиво закончить. Естественно. Поставил форум. Можете назвать меня либо форуме, либо просто форум, либо... Желательно просто форум. Вот. Я уже привык к этому званию, меня все знакомые так называют. И мне так привычнее всего, я уже прислушался к этому названию. Просто форум. Под конец люди пришли, ну да уж. Я думал, сейчас вот начну я заканчивать, все попрощаются друг с другом и все разбежались. Останется где-то 2 человека, и я спокойно себе дочитаю чат и все закончу. А тут вот приперлись куча людей, вот вас я, конечно, очень рад, но я так никогда не закончу, что ли. Люди пришли под конец, мне 3 ночи, мне 1 ночи, вот уже я никак не могу закончить. Покажи, где скачал игру. Тебя лично поиграть с тобой хочу. Когда следующий стрим? Так, когда следующий стрим? Я вот недавно отвечал, когда следующий стрим. Прожимайте колокольчик, подписывайтесь, чтобы вовремя узнать. Так как, говорю еще раз, стримы у меня спонтанные. Возможно, завтра утром, возможно, нет. Возможно, где-то во вторник. У меня вот сегодня, говорю же, тоже стрима сегодня вообще не должно было быть. Я не планировал сегодня ничего. Но вот вечером вот мне нахлынуло вдохновение. Захотелось мне вот зайчика в кои-то веке наконец-то попробовать поиграть. И вот стрим сегодня такой вечерний получился. Кто знает, может завтра что-то такое опять у меня будет. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы, если хотите посмотреть какой-то стрим, тот же зайчик, вот, чтобы вы тут как тут пришли сразу, вот узнали. Возможно, когда-то буду какое-то точное расписание делать и анонсы нормальные, а не как вот сейчас. Но пока у меня вот все спонтанно. Поиграть с тобой хочу. Насчет вот поиграть не могу ничего гарантировать. Я мало с кем играю. Онлайн что-то такое. Покажи, плиз, где игру скачал, а то я найти не смогу. Форум, покажи, где игру скачал. Сейчас найду выше сообщение, как назывался сайт. Товарищ Егор писал. Вот, нашел.
Выше товарищ писал название вот этого сайта. И он, и я там скачивали, и вбей, и надеюсь, найдешь там все. Так, пока я листал вверх, опять потерял чат, на чем я остановился. Все, нашел. Где игру скачал, все я скинул. Так, это все, да-да-да. У форума на ютубе уже 47 подписчиков. Нифига себе. Начинал я стрим сегодня, было сколько? 34 вроде как было подписчика, когда я начинал стрим. Уже 47. Нормально так за стрим. Вас новеньких прилетело. За один стрим 12 подписчиков. Но я все больше и больше убеждаюсь, что не зря я начал Зайчика проходить. Вот это, наверное, надо какую-то игру подходящую прям найти, чтобы она прям зашла людям. А то вот я до этого там God of War и Hogwarts вот стримлю, и зрителей вот вообще практически нет. А тут вот Зайчик, и народ как полетел. Да, это много. Конечно, приду, давай на следующем. Окей, тогда договорились. А то я такими темпами, ну, никак не закончу. Поэтому давай на следующем стриме ты снова ко мне придешь, напомнишь насчет Дискорда, и я скину обязательно. Я уже буду там подготовлен, и не надо будет мне полчаса тут разгребаться, а то тут какие-то проблемы опять начнутся у меня сейчас, и опять надолго застряну. Стрим скоро. Да, скоро. Вот я не дочитаю вот чат, и все сразу заканчиваю. Вы просто вот никак не остановитесь, и я пока отвечу на один вопрос, вы еще 10 вопросов напишите. Мы не дадим тебе закончить, пока не дашь ссылку. Все, я название сайта скинул. Угомонитесь. Да нет, конечно, я шучу, Куплинов меня не замечал, да и редко я на его стримы заходил. Ну вот, я так и думал. А то, если бы ты сказал, что реально он тебя заметил, вау, то я бы прям удивился реально. Час 04. Спокойной ночи тебе и тебе. Ну так ты закончишь, когда у тебя дети появятся. Да уж. 2 часа ночи, вот у кого-то уже 2 часа ночи, у меня час ночи 10 минут. Час 07 у кого-то, пока. Сколько тебе лет? Много мне лет. Все, я дочитал чат. Неужели? Наконец-то, господи. Все. У всех вопросы закончились. Я могу спокойно уходить. Сколько? Много. В каком городе живешь? Вот так, и все. Начинаются опять вот эти вот вопросы, с которыми я никак не закончу стрим. Все на следующем стриме, короче. Все вот эти вот вопросы. Мистер, не спамь, пожалуйста, словом сколько. Пожалуйста, не надо. А то весь чат твоих сколько, мне очень приятно видеть. Мне вот это вот. На следующем стриме все отвечу. Все вопросы вот эти вот сколько или не сколько, все это потом. На следующем стриме. Заходите, ставьте колокольчики. Все скоро. Ты еще ты будешь мне спамить. Не надо таким заниматься. Это плохо. Мне такое не нравится. Я уже сегодня 2 забанил за спойлеры. Еще вас, что ли, за спамы всякие вот эти вот. Так, все, вижу, что вы уже ничего не спрашиваете. Все, я наконец могу спокойно заканчивать. Все. Вот так вот. Так, и финальные слова, которые я хочу сказать, то что спасибо всем, кто сегодня ко мне заходил, всяким новеньким товарищам, всем вам за лайки, за подписки, всем очень благодарен. Заходите на следующие мои стримы, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить эти самые стримы, которые у меня спонтанные, как я уже 5 раз, наверное, сказал. Уже поздно, пора наконец-то заканчивать. Тут нельзя спамить и спойлерить, все именно вот так. И капсить тоже нежелательно большими буквами. Точнее, можно, но не часто. Редко. А спамить и спойлерить вообще запрещено. Да, нельзя. Не хочу такое видеть.
Хоть у меня и маленький канал, но не надо мне такого все равно. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всех буду рад видеть на следующих стримах. Всем спокойной ночи. Или у кого там какое время суток. Всем пока. До встречи на следующих стримах. Заходите еще. Пока.